Такуми оказывается в другом мире и предстает перед богиней Нолан. Первое, что она делает, искренне извиняется, объясняя, что его призвали по ошибке. Она рассказывает, что когда произносится заклинание призыва, оно обычно нацелено на случайную группу неудачников с Земли, чтобы перенести их в другой мир. Но жизнь Такуми была вполне благополучной, поэтому его не должны были призвать. К сожалению, из-за ошибки он попал в число призванных вместе с остальными. Виновата Священная империя Сидония, которая безрассудно активировала заклинание призыва. Поскольку Такуми не должен был быть призван, Нолан перенесла его к себе, а не отправила в Сидонию вместе с другими призванными героями. Такуми спрашивает Нолан, может ли она просто отправить его обратно на Землю, учитывая, что его призвали по ошибке. К сожалению, она объясняет, что это невозможно. Из-за гнева на Сидонию за использование запрещенного заклинания призыва она немедленно исключила его из магических законов этого мира, чтобы никто больше не мог путешествовать между мирами. В результате Такуми теперь навсегда застрял здесь. Хуже того, процесс призыва фактически убил его. Когда Такуми понимает, что теперь он бесплотный дух, он начинает паниковать. Но Нолан успокаивает его, говоря, что беспокоиться не о чем. Хотя она не может вернуть его на Землю, она может дать ему новое тело и помочь начать новую жизнь в этом мире. В качестве извинения, поскольку это отчасти ее вина, она предлагает благословить его, чтобы облегчить его жизнь. У Такуми нет особого выбора, поэтому он соглашается возродиться в этом мире. Нолан рад это слышать, потому что теперь все будет намного проще. Он говорит Такуми, чтобы тот открыл экран статуса и посмотрел, какая у него будет новая жизнь. Когда Такуми это делает, он узнает, что Нолан собирается дать ему тело 17-летнего парня, хотя самому Такуми уже 40. Нолан говорит, что не стоит обращать внимание на такие мелочи. Самое главное, что Такуми нужно выбрать себе работу. Она говорит, что есть два основных класса для работы. Если Такуми хочет что-то более боевое, он может выбрать что-то вроде мечника, рыцаря или охотника. Но если это ему не нравится, он всегда может выбрать одну из производственных профессий. Такуми не очень нравится идея сражаться, поэтому он выбирает производственную профессию. Нолан внедряет эту работу в его душу вместе с несколькими дополнительными благословениями и отправляет его в путь, совершенно забыв дать какие-либо инструкции. Такуми падает посреди леса, но, поднявшись на ноги, видит свое отражение в реке неподалеку. Тогда он понимает, что действительно стал другим человеком, и, к своему удивлению, у него больше нет артрита. Решив извлечь максимум из новой ситуации, он заглядывает в сумку, которую оставил ему Нолан, чтобы посмотреть, что ему дали. Внутри он находит немного еды и деньги, а значит, пока ему не нужно беспокоиться о том, что он будет голодать. Такуми проверяет экран статуса и видит, что Нолан действительно постарался на славу, дав ему впечатляющий набор полезных навыков. Среди них он замечает магию стихий, поэтому он решает ее опробовать. Протягивая руку, он произносит «водяной шар», и в его ладони тут же появляется сфера из воды. Другие стихии работают так же легко, и Такуми может использовать их с первой попытки. Теперь, когда он разобрался со своими новыми магическими способностями, он начинает думать, что делать дальше, и решает отправиться в ближайшую деревню. По дороге Такуми замечает палку прямо посреди тропинки. Похоже, это очень хорошая палка. Он использует навык оценки, чтобы проверить ее, и узнает, что это древесина Трента. Ее добывают из древесного монстра, и она очень полезна для создания волшебных посохов и копий. Такуми решает испытать свой навык моделирования и создает из дерева копье. Поскольку древесина оказалась такой хорошей, Такуми решает поискать вокруг другие полезные растения. Он находит их целую кучу. Он тратит целый час, собирая их. Но он не знает, что делать с таким количеством растений, ведь они точно не поместятся в его сумку. Возможно, придется оставить их здесь. Но тут Такуми вспоминает, что у него есть навык сумка с предметами. Он использует его, чтобы сложить туда все растения. Внезапно Такуми слышит крик неподалеку. Через несколько секунд из кустов выбегает маленькая девочка и бросается прямо к нему, умоляя о помощи, потому что за ней гонится монстр. Такуми оборачивается и видит огромного рогатого кролика. Кролик несется на него с невероятной скоростью, чуть не пронзая его, но в последний момент Такуми паникует и случайно вонзает копье в голову кролика, мгновенно убивая его. Он в шоке от того, что такому новичку, как он, удалось победить такое существо, и думает, что это должно быть благодаря благословению леди Нолан. На самом деле богиня здесь ни при чем. Это просто удача. После боя Такуми получает звание воина, к его большому разочарованию, ведь он надеялся, что ему не придется сражаться.
Но он пока не думает об этом и проверяет, не пострадала ли девочка. Она представляется Молли и говорит, что с ней все в порядке, просто она собирала травы, но забрела слишком далеко от родной деревни и на нее напали. Когда Молли упоминает деревню, Такуми воодушевляется и спрашивает, можно ли ему туда пойти. Молли соглашается проводить его, но сначала говорит, что мясо кролика очень вкусное, и спрашивает, собирается ли он его взять с собой. Понимая, что было бы глупо оставить его, Такуми кладет кролика в свой инвентарь. Только тогда он понимает, что показал Молли, как работает его инвентарь, хотя собирался держать это в секрете. Смирившись с этим, Такуми следует за Молли, и они вместе отправляются в деревню. В это же время другие люди, которых призвали, только что прибыли в империю Сидония и совершенно не понимают, что происходит. Никто из них не ранен, но они понятия не имеют, где находятся. Внезапно они слышат, как кто-то называет их героями. К ним подходит женщина и говорит, что они больше не в своем родном мире и что их призвали, чтобы они использовали свою силу героев и спасли этот мир. Она представляется им как императрица Сидонии Елизавета. И одного взгляда на ее лицо достаточно, чтобы понять, что она темная лошадка. В этот момент проявляется уникальная способность Аркейна, и Нолан, кажется, дарует ей благословение откровения. Если она будет следовать своей интуиции, то, естественно, придет к правильному ответу. И прямо сейчас интуиция Аканы подсказывает ей, что Елизавета предательница, и ей нельзя доверять. Когда Такуми прибывает в скучную деревню, родители Молли выходят поприветствовать его и поблагодарить за спасение их дочери. Отец Молли представляется как Банга, а мать Марта. Они восхищаются Такуми, считая его очень ответственным человеком, раз он проделал такой долгий путь в одиночку. Такуми пользуется случаем и спрашивает, можно ли ему остаться в деревне на некоторое время, объясняя, что ему больше некуда идти. Банга и Марта тепло приветствуют его, но говорят, что, к сожалению, в деревне нет гостиницы, поэтому ему негде остановиться. Однако они предлагают решение. Жители деревни могут построить ему дом. Вскоре вся деревня собирается на пустом участке земли, готовая приступить к работе. Желая внести свой вклад, Такуми решает использовать магию земли, чтобы выровнять участок для фундамента. Он впервые использует магию в таком большом масштабе, и от этого усилия он чуть не теряет сознание от истощения маны. Жители деревни поражены тем, что Такуми так легко использует магию земли. Такуми спрашивает, не считают ли они, что он сделал что-то странное, но они говорят ему, что не стоит беспокоиться, ведь он уже сделал фундамент. Остальные помогают ему строить дом. К следующему утру дом Такуми готов. Благодаря его плотницкому, кузнечному и швейному мастерству Такуми смог сделать себе хорошую мебель. Но есть еще кое-что, что он хотел попробовать. Он получил от деревенского кузнеца барана кучу руды и хочет попробовать использовать алхимию, чтобы извлечь металл. У Такуми есть железная руда, серебряная руда, медная руда и даже немного магической железной руды. Он начинает с железа и решает попробовать сделать железный слиток. Обычно для этого нужна большая печь и несколько часов работы. Но благодаря своему навыку алхимии он может сделать это мгновенно. Однако этот процесс требует большого количества маны. Первая попытка Такуми по извлечению руды оказывается успешной, и он в восторге от результата. Воодушевленный открывшимися возможностями, он решает добыть как можно больше руды, чтобы потом было из чего делать инструменты. Через несколько часов к Такуми заходит Молли, чтобы принести ему ужин. Когда она открывает дверь, то с ужасом видит, что он лежит на полу без сил. Оказывается, Такуми слишком сильно перенапрягся, добывая руду, и чуть не умер от истощения маны. К счастью, Марта и Банга дали ему восстанавливающее зелье, и он пришел в себя. Такуми очень хочет продолжить практиковаться в алхимии, но ему пришлось пообещать, что он больше не будет перенапрягаться. Со временем Такуми добывает много железа, меди и даже немного золота, что позволяет ему сделать множество полезных инструментов. Закончив практиковаться в алхимии, Такуми проводит время с бараном в кузнице, обучаясь изготовлению разного оружия. Клинок, который он выковал, получился очень хорошим, и когда Борон закончит делать ножны, оружие будет готово. Кузнечное дело Такуми достигло 40-го уровня, поэтому он решил пока не практиковаться в этом и заняться чем-то другим. Такуми подходит к Банге и спрашивает, может ли он взять пару зелий. Банга без колебаний соглашается, но он говорит, что зелья у него простые и могут быть не очень полезными. Такуми уверяет его, что это нормально, и объясняет, что ему просто нужен образец для работы.
Он планирует создать свои собственные зелья, используя травы, которые собрал в лесу. Впечатленный инициативой Такуми, Банга предлагает свою полную поддержку и даже говорит, что купит у него несколько зелий, когда будет готова первая партия. Такуми благодарит Бонгу и, взяв с собой базовое зелье, начинает создавать свою версию. Он использует листья хилкока и воду, чтобы приготовить зелье, тщательно следуя рецепту. Когда зелье готово, он переливает его в стеклянную банку и сравнивает с тем, что дал Банга. Оба зелья синие. Но зелье, которое приготовил Такуми, заметно ярче и, кажется, содержит следы магии. Несмотря на многообещающий вид, Такуми не уверен, что это успех. Он знает, что нужно проверить зелье, чтобы убедиться в его безопасности. Но мысль о том, что он может отравиться, заставляет его колебаться, стоит ли рисковать. Чтобы выработать устойчивость к ядам, он решает есть все сомнительные продукты, которые найдет, пока не почувствует, что вот-вот умрет, а потом использовать магию исцеления, чтобы вылечиться. После нескольких часов этого саморазрушительного эксперимента он чувствует себя ужасно. С другой стороны, постоянные тренировки помогли ему развить навык очищения, который в какой-то момент обязательно пригодится. Когда Такими поднимается на ноги, он слышит шум позади себя и видит огромного кабана, который смотрит на него. Кабан явно настроен враждебно, поэтому Такими готовится защищаться копьем. Но когда кабан бросается на него, копье ломается, и Такими остается беззащитным. В отчаянии он использует все виды магии, которые знает, но ни одно заклинание не действует на кабана. И тут Такими замечает ядовитого паука, который ползет к нему сзади. Такими понимает, что он в ловушке. Вместо того, чтобы напасть на Такими, паук отвлекает кабана, и тот промахивается. Но кабан не сдается и продолжает атаковать, и у Такими остается совсем мало времени. Ни одна из его физических атак не сработала. Но есть еще один способ, который он не пробовал. Когда кабан снова бросается на него, Такими подпрыгивает в воздух и в момент столкновения использует свой навык алхимии, чтобы разрушить голову кабана. Его смекалка помогает ему выжить. Теперь, когда он в безопасности, Такими решает проверить паука, который помог ему. Паук в очень плохом состоянии после нападения кабана. Такими решает вылечить его, чтобы он не умер. Затем он встает и собирается вернуться в деревню. Но тут он получает уведомление, что успешно приручил паука. Он и не думал, что можно приручить паука, но он не решается взять его с собой, потому что пауки считаются опасными монстрами. Паук смотрит на Такими своими милыми глазками и, несмотря ни на что, Такими решает оставить его себе. Чтобы это было официально, он называет его Клен. Вскоре Такими возвращается в деревню и с гордостью показывает огромного кабана, которого он убил. Жители деревни впечатлены его силой, но их удивление становится еще больше, когда они видят ядовитого паука, которого он приручил. Никто раньше такого не делал, и они восхищаются способностями Такими. Он предлагает жителям разделить кабана, потому что он один не справится. В тот вечер в его честь в деревне устраивают большой праздник. Пока все веселятся, Бонго подходит к Такими с остатками кабана и советует продать их в ближайшем городе, Болтоне. Такими решает, что Болтон будет его следующим пунктом назначения. Тем временем богиня Нолан наблюдает за Такими и радуется его успехам. Одна из ее подруг спрашивает, зачем она так помогает Такими. В конце концов, она дала ему особое тело, уникальное благословение и даже отправила его на год назад, до того, как Сидония активировала заклинание призыва. Нолан отвечает, что у нее нет особых мотивов. Она просто делает то, что считает правильным. На следующее утро Такими просыпается и обнаруживает, что привязан к кровати, и сразу понимает, что это дело рук Клена. Клэр извиняется, объясняя, что ей было очень одиноко, потому что Такуми в последнее время был так занят, и она просто хотела привлечь его внимание. Такуми задумывается и понимает, что был так поглощен работой, что почти не проводил время с Клэр. Он решает взять выходной и поиграть с Клэр, и она очень этому рада. В этот момент заходит Марта, чтобы принести Такуми обед. Кажется, между Такуми и Клэр что-то происходит, но Такуми уверяет ее, что это не то, о чем она подумала. Марта верит ему, но не может не заметить, что шелк, который производит Клэр, выглядит очень красиво. Она планирует выжать из Клэр как можно больше шелка.
Позже в тот же день Марте удается сшить рубашку из паучьего шелка. И все женщины в деревне в восторге от текстуры ткани. Такуми с удивлением узнает, что паучий шелк очень востребован. Женщины объясняют, что паучий шелк считается роскошным материалом, который обычно могут себе позволить только дворяне. Марта спрашивает Клэр, может ли она производить больше шелка для нее. Клэр начинает его выделять, но процесс медленный и трудоемкий. Это значит, что у нее не будет возможности поиграть с Такуми какое-то время. Такуми немного расстроен, потому что он хотел провести время с Клэр. Но у него все равно есть дела, так что он не слишком переживает. Прошел примерно месяц с тех пор, как Такуми впервые приехал в эту деревню, и он собирается отправиться в город и изучать алхимию. Но он не может заставить себя попрощаться со всеми жителями деревни, ведь он провел здесь столько времени. Такуми направляется в кузницу, чтобы встретиться с бароном и продолжить оттачивать свои навыки кузнечного дела. Вскоре они успешно изготавливают нагрудник, который идеально подходит Такуми, и пару ботинок с остальными носками. Борон говорит, что ботинки могут пригодиться, если Такуми вдруг понадобится кого-то ударить. Но Такуми быстро объясняет, что он не собирается драться, ведь его главная цель — стать алхимиком. В этот момент появляется Банга. Он рад, что доспехи Такуми наконец готовы, но он признается, что будет скучать по Такуми, когда тот уедет. Он знает, что Такуми не сможет остаться здесь навсегда, если хочет развивать свой бизнес. Логично, что он отправится в город, где сможет продавать больше товаров и получать надежные поставки материалов. Через пару дней в деревню приедет торговец из Болтона. Поэтому Банга договорился, что Такуми поедет с ним обратно в Болтон. Хотя им грустно видеть его отъезд, они понимают, что это к лучшему, и советуют Такуми начать собирать вещи. Благодарный за их поддержку, Такуми благодарит их и направляется домой, чтобы собрать вещи. По дороге он встречает Марту, которая несет ведро с мясом. Ему становится любопытно, и он спрашивает, что она делает. Марта объясняет, что она собирается избавиться от внутренности рогатого кролика, которого поймал Банга. Она говорит, что хотя внутренности считаются самой вкусной частью кролика, их нужно тщательно обработать, чтобы избавиться от болезней и паразитов. В этой деревне нет необходимого оборудования, поэтому ей приходится выбрасывать мясо, чтобы никто не заболел. Но Такуми говорит, что в этом нет необходимости, потому что он может очистить мясо. Он наклоняется и использует магию очищения, чтобы мясо в ведре стало безопасным для употребления. Марта, конечно, благодарна, но она удивлена, что Такуми может использовать магию света. Она говорит ему, что, возможно, ему не стоит раскрывать, что он может использовать магию света, когда он уедет из этой деревни, потому что в этом мире очень мало людей, способных на это. Если люди узнают, это привлечет много нежелательного внимания. Такуми принимает ее предупреждение близко к сердцу и обещает быть осторожным, чтобы не раскрыть свои способности. Но пока он остается в деревне, он решает использовать свои способности, чтобы улучшить их жизнь, насколько это возможно. Используя магию земли, он строит прочную кирпичную стену, чтобы усилить защиту деревни. Для удобства он устанавливает водяной насос и создает несколько других полезных вещей. К тому времени, как он заканчивает, деревня полностью преображается и выглядит совершенно по-новому. Когда приходит торговец, он едва узнает ее. Банга выходит поприветствовать Папика. После завершения сделки Такуми подходит к ним, и они отправляются в путь. Папик уже много слышал о Такуми от Банги. Он представляется, и все спрашивают, все ли у Такуми готово. Такуми уверяет их, что ничего не забыл. Но есть одна вещь, которую он хочет им отдать. Он достает из сумки зелье и протягивает его Бео. Он говорит, что уже оставил около 100 таких бутылочек у Бео дома. На случай непредвиденных ситуаций он хочет, чтобы они использовали это зелье для лечения. Пэйпек, пораженный качеством зелья, спрашивает, можно ли ему взглянуть поближе. Изучив его, он подтверждает, что это зелье высокого уровня. Вскоре приходят остальные жители деревни, чтобы попрощаться с Такуми. Папик говорит, что подождет, пока они закончат прощаться, и только потом уедет. Молли прощается с Кленом, который спит в сумке Такуми, а Марта протягивает ему одежду, которую они с другими женщинами шили для него из шелка клена. Такуми очень благодарен им за такой продуманный подарок и еще раз благодарит всех за доброту, хотя они знакомы совсем недавно. Он садится в карету, и жители деревни тепло и искренне провожают его, уверяя, что он всегда будет желанным гостем в их деревне. Когда Папик и Таками отправляются в Болтон, Папик замечает, что жители деревни явно его обожают. Даже остальные в карете понимают, что Такуми был для них как член семьи, и это трогательное прощание глубоко трогает Хита. Кстати, группа, тоже направляющаяся в Болтон, представляется.
Блондин представляется как Хит. Рыжеволосая девушка настоящая, а мрачного вида парня зовут Богер. Они из группы С-ранга под названием «Клык Льва» и служат телохранителями Пепе. Однако в регионе царит мир, и им почти нечего делать. Рел замечает, что Такуми крепко сжимает сумку и спрашивает, не лежит ли там что-то ценное. Такуми отвечает, что внутри спит его паук-убийца. Группа в шоке от того, что Такуми удалось приручить такое опасное существо. Риил, однако, настаивает на том, чтобы посмотреть на паука, но ведет себя слишком странно. Клен в ответ бьет его головой прямо в лицо. Такуми сразу же начинает извиняться за поведение Клена, но остальные уверяют его, что это не нужно, ведь Риил сам напросился. Хит даже шутит, что после встречи с Риилом Клен, возможно, будет бояться всех людей. Но, похоже, это не так, потому что ему, кажется, понравился Богер. Пока все восхищаются Кленом, Папик зовет Такуми, потому что хочет поговорить о зелье, которое он видел у Такуми. Он спрашивает, есть ли еще такие зелья, потому что, если есть, он хотел бы их купить. Такуми не против продать Папику зелье, но вдруг его лошадь останавливается, и, похоже, впереди неприятности. Вокруг кареты собралась целая толпа гоблинов, которые собираются напасть, и это очень плохая новость. Кажется, что группа наконец-то может что-то сделать. Они говорят Такуми и Пепику, чтобы те расслабились и предоставили все им, а сами выходят на поле. На поле около 20 гоблинов, и они уверены в своих силах и вступают в бой. Рил убивает гоблинов издалека из лука, а Богер и Хит сражаются с остальными в ближнем бою с помощью булавы и топора. Вскоре они уничтожают всех гоблинов. Затем они приступают к разделке тел, чтобы достать магические камни. Вскоре все возвращаются в карету, и они продолжают путь еще 3 дня, пока не доезжают до Болтона. Войдя в город, члены Клыка Льва направляются в гильдию искателей приключений, чтобы отчитаться об успешном выполнении задания по охране. Такуми идет с ними, потому что ему тоже нужно зарегистрироваться в гильдии, чтобы остаться в городе. Такуми предпочел бы вступить в гильдию алхимиков, но в этом районе такой нет, поэтому ему ничего не остается, кроме как зарегистрироваться в гильдии искателей приключений. Ханс, администратор, объясняет, что Такуми может использовать карточку гильдии искателей приключений в качестве удостоверения личности, и пока он выполняет хотя бы один простой квест в месяц, карточка будет действительно. Такуми регистрируется в гильдии искателей приключений и представляет Клен как своего питомца. После того, как все документы оформлены, Такуми направляется в торговую компанию Пейпека, чтобы заключить сделку на поставку зелий. У него есть около 100 штук 3 разных зелий, и все они очень высокого качества. Пейпек готов заплатить 10 серебряных монет за каждое зелье для восстановления здоровья и выносливости и 50 серебряных монет за каждое зелье маны. Такуми быстро подсчитывает в уме и понимает, что заработает больше 7 миллионов иен. Такуми считает, что названная сумма слишком велика, но Папик объясняет, что он мог бы заработать еще больше, если бы уже имел репутацию производителя. Учитывая это, поскольку Такуми планирует работать в городе как производитель, Пейпек предлагает найти дом с мастерской для удобства. Однако это заставляет Такуми задуматься о том, где он будет жить, когда приедет в город. Пейпек решает немного помочь ему и зовет своего помощника Томаса, чтобы тот показал Такуми хороший дом по доступной цене. Но когда Такуми наконец видит дом, он больше похож на особняк, и он думает, что не сможет себе его позволить. Томас уверяет его, что особняк вполне доступен по цене и гарантирует, что там нет никаких привидений. Так что ему не о чем беспокоиться. Такуми замечает мастерскую, которая примыкает к дому, и начинает всерьез задумываться о покупке, потому что это идеальное место для его работы. У него достаточно денег, которые он заработал на продаже зелий в Пейпеке. Подумав немного, он решает купить особняк. Томас рад это слышать и говорит, что немедленно займется оформлением документов, чтобы Такуми мог переехать уже завтра, если захочет. Когда они идут по улицам города, Такуми чувствует неприятный запах в воздухе. Томас понимает, что запах беспокоит Такуми. Он объясняет, что вонь исходит из канализации. Богатые люди используют магические очистители для очистки сточных вод, но в главной городской канализации нет такой роскоши. Магические очистители невероятно редки, их можно найти только в древних руинах или подземельях, и они слишком дороги для установки в городскую канализацию. Иногда нанимают священников, чтобы они вручную очищали канализацию с помощью магии. Большую часть времени канализация остается грязной. На следующий день Такуми и Клен переезжают в свой новый дом.
И первое, что хочет сделать Такуми, это решить проблему с канализацией. Он берет кусок кварца и глины в компании Papix. Затем, используя магию, чтобы придать им форму, он комбинирует магию огня с магией пространства и времени, чтобы быстро их запечь. После того, как Такуми немного поработал, его мана полностью истощилась, и ему пришлось выпить пару зелий маны. Но, к счастью, он успел закончить свое творение, современный унитаз. В этот момент Такуми слышит, как Папк кричит из гостиной. Он спешит туда и видит, что Папк с головы до ног обмотан шелком клен. Такуми в замешательстве спрашивает Клен, зачем она это сделала, и она объясняет, что думала, что Папк это оценит. Надо отдать должное, мягкая и успокаивающая текстура шелка действительно усыпила Папка. Но это не оправдывает ее поступок. Такуми искренне извиняется за поведение Клен. Папк уверяет его, что все в порядке, хотя внезапное связывание немного напугало его, поэтому он извиняется и идет в туалет Такуми. Но, зайдя туда, он тут же выходит и начинает расспрашивать, что это за чудо техники. Такуми подходит и объясняет, что это унитаз, подключенный к магическому очистительному устройству, которое автоматически очищает его после того, как вы закончите свои дела. По сути, после того, как вы сходите в туалет, оно использует очищающую магию, чтобы превратить отходы в неорганические материалы, которые затем смываются в канализацию. Такая установка кажется Пейпику идеальной. Но он отмечает, что такое изобретение мог создать только человек с предрасположенностью к светлой магии. Это заставляет Такуми понять, что он, возможно, допустил ошибку, ведь Марта строго-настрого запретила ему открыто использовать светлую магию. Обеспокоенный, он просит Пепика сохранить это в секрете. Понимая опасения Такуми, Пипек соглашается никому не рассказывать. Но он так впечатлен, что настаивает на том, чтобы ему сделали несколько таких туалетов, и спрашивает Такуми, может ли он сделать 100. Такуми сомневается, стоит ли соглашаться, ведь изготовление одного туалета уже было большой работой. Но ППГ настаивает, и Такуми соглашается, если ППГ предоставит материалы. Пейпико очень рад это слышать. Но он не может ожидать, что Такуми сделает все эти туалеты сам. Поэтому ППГ предлагает заключить рабский контракт. Такуми удивлен таким предложением. Он никогда не думал о том, чтобы владеть рабом. Папайк объясняет, что если Такуми хочет сохранить свои способности в тайне, то раб, который будет ему помогать, самый безопасный вариант. Рабы обязаны хранить тайну. Он подчеркивает, что способность к магии света — это большая редкость, знак божественного благословения, и это может привлечь внимание Церкви Божественного Света. Церковь может пойти на многое, чтобы заставить Такуми работать на них. Это еще больше усложняет ситуацию. Церковь получает большую прибыль, монополизируя магию очищения. Поэтому Папайк сомневается, что они обрадуются, узнав, что обычные люди могут пользоваться дешевым очищением через туалеты Такуми. Но у Папайка есть идея, как обойти церковь, так что у Такуми пока не о чем беспокоиться. Самое главное, чтобы церковь не узнала о его магии света. Поэтому Папайк настаивает, что для Такуми лучше всего будет завести раба. Такуми категорически против рабства и заявляет, что справится со всей работой сам. Но его гильдейская карта внезапно начинает светиться. Проверив это, он обнаруживает сообщение, в котором говорится, что для сохранения статуса искателя приключений ему нужно выполнить задание по проверке. Понимая, что у него не хватит времени самому закончить с уборкой, он неохотно соглашается купить раба. Папик приводит Такуми в торговую компанию Мулан, объясняя, что они известны как самые честные торговцы рабами в этом районе. Пока Папик договаривается с владельцем о выгодной сделке для Такуми, тот выходит в сад, привлеченный его красотой. В саду он замечает очаровательную эльфийку, которая сидит на террасе. Заметив Такуми, она сразу же просит его уйти. Чуть позже Папик представляет Такуми Мулан, владелица компании по торговле рабами. Он сообщает ей, что Такуми хочет купить раба, хотя и признается, что Такуми не очень-то нравится эта идея. Мулан с любопытством спрашивает Такуми, почему он не хочет этого делать. Такуми объясняет, что на его родине практика покупки и продажи людей была давно отменена, и ему трудно с этим смириться. Мулан понимает опасения Такуми, но уверяет его, что в этой стране права и привилегии рабов хотя бы в какой-то степени соблюдаются. Вот как это работает. Владелец обязан обеспечивать раба всем необходимым, например, едой, одеждой и жильем, а раб должен выполнять определенные обязанности, прописанные в контракте. В контракте также есть пункт, запрещающий хозяину или рабу причинять друг другу смертельный вред. Такуми находит это условие обнадеживающим,
так как оно превращает рабский контракт в нечто похожее на обычную работу с четко прописанными правилами. Мулан продолжает объяснять различные типы рабских контрактов. Например, с теми, кто становится рабом из-за долгов, заключают контракты до тех пор, пока они не заработают достаточно, чтобы погасить свой долг. С другой стороны, постоянные контракты обычно заключаются с преступниками и военнопленными в качестве альтернативы смертной казни. Однако большинство рабских контрактов заключаются в результате незаконного обращения людей в рабство бандитами. Пайпик предполагает, что военный раб был бы лучшим выбором для Такуми, поскольку они не могут покинуть своего хозяина без разрешения. Хотя Мулан может это устроить, она спрашивает, почему так важно, чтобы раб был связан таким образом. Папикс начинает объяснять исключительные производственные навыки Такуми и необходимость защиты его секретов. Но Мулан настаивает на том, чтобы услышать рассуждения непосредственно от Такуми. Такуми поясняет, что как продюсер он хочет сосредоточиться на своей работе. Но выполнение заданий гильдии авантюристов усложняет эту задачу. Живя в особняке, он также нуждается в помощи в его содержании. Кроме того, из-за определенных уникальных навыков, которыми он обладает, ему нужна гарантия того, что его раб не разгласит никакой информации о нем. И, наконец, потому что его задания включают сбор ингредиентов и могут быть опасными. Ему нужен раб, который также является опытным бойцом, чтобы обеспечить их безопасность. Милан быстро понимает, что у Такуми нет никаких плохих намерений. Но она категорически отказывается позволять ему заставлять одного раба выполнять как работу по дому, так и сражаться. Она готова вести с ним дела только в том случае, если он согласится приобрести 2 отдельных рабов для выполнения этих ролей. Помня об этом, она упоминает, что знает кого-то, кто идеально подошел бы на роль домработницы, и зовет Марию в комнату. Мария, которую в детстве продали в рабство, прошла обширную подготовку по чтению, письму, математике и ведению домашнего хозяйства, что делает ее отличным кандидатом на эту должность. Мария уверенно заявляет, что она способна самостоятельно справляться со всей работой по дому в особняке, и это успокаивает Такуми. Однако Мария замечает, что он, кажется, задумался о чем-то и спрашивает, не беспокоит ли его что-то. Такуми говорит, что он просто немного растерян, потому что не понимает, почему Марию до сих пор никто не купил, учитывая, какая она милая и способная. Мария смущается, когда Такуми называет ее милой. Он извиняется, потому что, возможно, это было неуместно. Мария успокаивается и говорит Такуми, что она может выполнять только ту работу по дому, которая указана в контракте, и ничего больше. Такуми говорит, что его это устраивает, потому что он хочет, чтобы она занималась только работой по дому. Но Мария хочет, чтобы было ясно, что она не будет делать ничего другого. Такуми не понимает, почему она так много об этом говорит, ведь Мулан уже объяснила, как работают эти контракты. Но тут Мария выпаливает, что не может спать с Такуми. Такуми тоже смущается, но уверяет Марию, что у него нет никаких непристойных намерений. Он хочет видеть в ней только домработницу. Ничего непристойного. Уточнив это, Такуми спрашивает Марию, готова ли она заключить с ним контракт, на что она с радостью соглашается. Когда вопрос решен, Мулан объявляет, что она начнет составлять контракт для Марии. Однако, когда речь заходит о боевой служанке, Мулан объясняет, что у нее сейчас нет никого, кто бы соответствовал требованиям. Услышав это, Мария возражает, говоря, что София все еще здесь. Мулан не нравится, что ей возражают, и резко говорит Марии, чтобы она возвращалась в свою комнату и начала собирать вещи. После ухода Марии Такуми спрашивает Мулан, правда ли то, что сказала Мария. Мулан подтверждает, что в здании действительно есть боевой раб, но предупреждает, что София может не подойти ему из-за своих проблем. Милан пытается закончить разговор, но Такуми, заинтригованный, просит познакомить его с Софией. Милан неохотно соглашается и ведет его в ее комнату. Когда они приходят, София удивляется, увидев, что гость — тот самый мальчик, с которым она столкнулась во дворе. Милан рассказывает о прошлом Софии, о том, что она была захвачена в плен во время войны между Триарским королевством и королевством Угар, которая произошла более 50 лет назад. Такуми потрясен, узнав, что Софии больше 50 лет. Мулан объясняет, что королевство Югур было эльфийским, а у эльфов, естественно, гораздо более долгая продолжительность жизни. Затем Мулан рассказывает, почему Софии так сложно заключить контракт с кем-либо. У нее заметный шрам на ушах, а правая рука и левая нога плохо двигаются. Из-за этих физических проблем она не подходит для большинства желающих взять боевого раба. Но кроме того, она потеряла способность использовать магию стихий, что является отличительной чертой эльфов и указывает на то, что она, возможно, проклята. Учитывая все это, Мулан сомневается, что София может помочь Такуми в его поисках. Несмотря на ее опасения, Такуми настаивает на том, что сам разберется в ситуации и просит оставить его с Софией наедине. Мулан неохотно соглашается и выходит из комнаты. Когда они остаются одни, Такуми нежно берет Софию за лицо и смотрит ей в глаза.
Хотя он не любит оценивать людей без их согласия, Такуми считает, что это необходимо, чтобы понять, с чем он имеет дело. Когда он просматривает статус Софии, он с удивлением видит, что у нее невероятно высокие показатели. Хоть ее травмы и проклятия и ограничивают ее возможности, Такуми понимает, что если он сможет это исправить, она станет идеальным напарником в бою. Вскоре после этого Мулан возвращается в комнату и спрашивает, принял ли Такуми решение. Он уверенно заявляет, что хочет взять Софию с собой. Удивленная София напоминает ему о своих недостатках, но Такуми уверяет ее, что все исправит, так что это не проблема. Пораженный его уверенностью, Милан соглашается доверить Софию заботам Такуми. Через несколько минут Мулан завершает оформление контракта, и остается только его подписать. Все трое собираются вместе, и Мулан с помощью магии связывает их условиями контракта. Как только процесс завершен, Мария и София официально становятся рабынями Такуми. Мария благодарит Такуми за то, что он выбрал ее, и обещает усердно работать, чтобы оправдать его ожидания. София вторит ей. В конце концов, троица возвращается в дом Такуми, и как только он открывает дверь, Клен радостно выбегает ему навстречу. Обеспокоенные безопасностью Такуми, Мария и София напрягаются, а София готовится атаковать. Но Такуми быстро останавливает ее и объясняет, что Клен — это его домашний паук-убийца. Хотя это их озадачивает, они решают принять это и вести себя так, будто это совершенно нормально. Чуть позже Такуми показывает им одну из свободных комнат в особняке. Софии и Марии она очень нравится. Такуми говорит, что эта комната будет у Софии, а Мария может занять соседнюю. Они не могут поверить, что Такуми готов предоставить им отдельные комнаты. Но он все равно не пользуется этими комнатами. Поэтому он подумал, что было бы неплохо, если бы кто-то ими пользовался. Кроме того, там есть большая ванная. Он сказал им, что когда они распакуют вещи, то могут пользоваться ванной, когда захотят. Мария очень обрадовалась. Позже, когда они вместе принимали ванну, Мария сказала, что рада, что Такуми купил Софию. Она призналась, что никогда не верила, что Мулан продаст Софию, ведь Мулан отказывалась продавать ее последние 50 лет. Сколько бы ей ни предлагали, Мулан должна была увидеть в Такуми что-то надежное, раз решила продать Софию ему. София согласилась, что Такуми кажется добрым, но все равно немного насторожилась, потому что они почти ничего о нем не знают. Когда они готовили контракт, София мельком увидела документы Такуми и заметила, что большая часть информации о нем, например, о его родном городе и происхождении, была скрыта. Это заставило ее подозревать, что он что-то скрывает. Когда они закончили принимать ванну, то вышли на улицу и были потрясены, увидев, что Такуми уже приготовил для них ужин. Мария была особенно расстроена, потому что работа по дому была ее обязанностью. Если Такуми все делает сам, значит она бесполезна, как унитаз. Такуми объяснил, что просто хотел облегчить Марии первый рабочий день. Но если ей так будет спокойнее, он позволит ей самой заниматься остальными делами. Пока что он попросил их сесть за стол, чтобы они могли поужинать вместе. Но София сомневалась, потому что слуги обычно не едят за одним столом с хозяином. Такуми понимает, что она может считать его поведение странным для хозяина, но он не хочет, чтобы она зацикливалась на традициях. Что касается традиций, Такуми упоминает, что ему не очень нравится, когда его постоянно называют господином, и предлагает называть его по имени. София, однако, спрашивает, не приказ ли это. Такуми уточняет, что не хочет заставлять ее называть его по имени, если ей это неудобно. Мария, кажется, не против, чтобы он обращался к ней по имени, а София все еще немного колеблется. На следующий день Такуми отправляется в торговую компанию PayPix, чтобы забрать заказанный товар. Сотрудник говорит, что постарался как можно лучше его упаковать. Но он все равно просит Такуми быть осторожным, когда он будет нести его домой. По дороге домой Такуми замечает неподалеку церковь. Он заходит внутрь и опускается на колени, чтобы помолиться Нолан. Он благодарит ее за все навыки, которые она ему дала, потому что они действительно ему помогли. Но есть кое-что, о чем он хотел ее спросить. За время, проведенное в этом мире, он узнал, что Священная империя Сидония контролирует здесь религиозную доктрину. Поэтому он не понимает, почему Нолан так с ними не согласна. В этот момент Такуми слышит голос Нолан и видит, что она стоит перед ним, отчего он на мгновение впадает в панику. Нолан спокойно объясняет, что услышала, как он молился ей, и привела его сюда для разговора. Отвечая на его вопрос, она говорит, что не одобряет Сидонию, потому что они не следуют ее воле. Она продолжает объяснять, что в этом мире есть две основные религии. Церковь Творения и Церковь Божественного Света.
Церковь творения верно служила ей с самого основания, в то время как Церковь Божественного Света действует без оглядки на ее указания, делая все, что ей заблагорассудится. Империя Сидония даже организовала несколько крестовых походов, чтобы насильно распространить свою религию. Но Нолан предпочитала оставаться в стороне, так как не хотела вмешиваться в мелкие человеческие споры. Такуми отмечает, что это было глупо, ведь единственная причина, по которой Сидония смогла активировать заклинание призыва, которое привело его сюда, заключалась в том, что Нолан не вмешалась, пока не стало слишком поздно. Да, звучит не очень, когда он так говорит, но она дала ему все свои благословения, чтобы исправить свою ошибку. Хотя есть кое-что, о чем она должна ему сказать. Большинство ее благословений останутся с ним навсегда, но одно из них исчезнет, и это то, что ему невероятно везет в последнее время. Она дала ему возможность познакомиться с такими хорошими и отзывчивыми людьми, но скоро он встретит людей со злыми намерениями. С этого момента результаты его действий будут полностью зависеть от него. Вскоре Такуми возвращается домой и спотыкается о клен, которая радостно его приветствует. София и Мария спешат к нему. Но когда София пытается взять принесенный им сверток, он быстро прячет его в свой инвентарь, чтобы она не дотронулась до него. Затем он говорит им, что будет работать в своей мастерской и просит его не беспокоить. София, заметив, что сверток обернут в магическую бумагу высокого качества, начинает подозревать, что в нем может быть что-то опасное. Не в силах игнорировать свои сомнения, она идет за Такуми в его мастерскую. Она в шоке, когда видит, как он обмакивает нож в яд, намеренно ранит себя и тут же исцеляет рану. Его действия кажутся странными и пугающими. Когда Такуми во время эксперимента небрежно упоминает имя Марии, подозрения Софии усиливаются, и она начинает думать, что у него есть какие-то зловещие намерения в отношении Марии. Она пытается напасть на него, но от усталости падает прямо на Такуми. Такуми проверяет ее состояние, чтобы понять, что с ней не так, и обнаруживает, что она очень истощена, вероятно, из-за своего проклятия. Такую рану обычно легко вылечить. Но из-за проклятия Такуми приходится приложить много усилий, чтобы исцелить ее руку. Когда он заканчивает, его уровень магии света повышается. Позже он отводит Софию в ее комнату. Теперь, когда его уровень магии света повысился, у него достаточно сил, чтобы снять ее проклятие. Он вкладывает в это всю свою магию. В конце концов, ему удается полностью исцелить Софию и снять с нее проклятие. Она все еще без сознания из-за истощения. Но она должна прийти в себя, как только немного отдохнет. Через пару часов София просыпается. Увидев Марию, она срочно просит ее бежать. Убежденная, что Такуми сошел с ума, София не понимает, что произошло. Но Мария уверена, что Такуми хороший человек. Чтобы доказать свою правоту, Мария показывает Софии зеркало, в котором видны изменения, которые сделал Такуми. София потрясена, увидев, что ее тело исцелилось, а магия вернулась. Решив все выяснить, София выходит на улицу, чтобы поговорить с Такуми, который подтверждает, что он успешно снял ее проклятие. Он объясняет, что для повышения уровня навыка ему пришлось пережить сильную боль и приложить много усилий, но он уверяет ее, что ей не стоит беспокоиться об этом. В конце концов, он обещал исцелить ее. София понимает, что она совершенно неправильно оценила Такуми. Преисполненная благодарности за его доброту, она опускается перед ним на колени и торжественно клянется верно служить ему до конца своих дней. На следующее утро Такуми отправляется в библиотеку, чтобы поискать информацию об алхимии. Но оказывается, что в библиотеке всего 4 книги по этой теме. Такуми недоумевает, почему алхимией не занимаются больше. Тем более, что, кажется, это совсем не сложно. Но правда в том, что алхимия — это не так просто. Доступные тексты по алхимии написаны на древнем языке этого мира. И единственная причина, по которой Такуми может их понять, это благословение, которое дал ему Нолан, позволяющее понимать все языки этого мира. Позже в тот же день Такуми, Мария и София заканчивают делать большую партию туалетной бумаги. Хотя работы еще много, они продвигаются вперед. Такуми думает, что сможет ненадолго отдохнуть от изготовления туалетной бумаги, пока он не будет делать больше. Мария спрашивает, что он планирует делать дальше. Такуми объясняет, что в ближайшем будущем он собирается отправиться в путешествие. В частности, он хочет найти новые ингредиенты для алхимии, посмотреть на уникальные достопримечательности этого мира и, возможно, даже исследовать какие-нибудь руины. Он уже решил взять с собой Софию в качестве телохранителя, так что Марии придется остаться дома и присматривать за особняком, пока его не будет. Но Мария не в восторге от этой идеи.
Она спрашивает Такими, можно ли ей отправиться с ним в путешествие, но он считает, что это плохая идея, потому что путешествие может быть опасным. Кроме того, он нанял Марию в основном для того, чтобы она присматривала за особняком. Поэтому брать ее с собой было бы бессмысленно. Мария понимает его доводы. Но мысль о том, что она останется одна в особняке, заставляет ее чувствовать себя невероятно одинокой. Поэтому она умоляет Такуми передумать. Такуми чувствует себя виноватым, оставляя Марию одну. Но прежде чем принять решение, он решает кое-что проверить. Он берет Марию за подбородок и оценивает ее характеристики. К его удивлению, Мария впечатляет. Ее навыки не слишком сильны, но определенно достаточно хороши, чтобы постоять за себя в бою. После этого Такуми соглашается взять ее с собой, если она уверена, что справится с путешествием. София предлагает обучить Марию магии и боевым искусствам, чтобы она была готова к любым опасностям, и Такуми нравится эта идея. Затем он просит Софию обучить его и Марию. Теперь, когда решено, что Мария отправится в экспедицию, Такуми решает, что пора начать создавать снаряжение для всех. Прежде чем приступить к работе, он спрашивает Софию, какое оружие она предпочитает. Без колебаний София начинает перечислять обширный арсенал оружия. Она просит длинный меч, копье длиной 2,5 метра, лук и 2 ножа. Такой уровень подготовки не удивляет, учитывая ее опыт опытного воина. Мария, с другой стороны, не очень хорошо разбирается в оружии, хотя немного училась обращаться с коротким мечом у Милана. Она говорит Такими, что ей хватит набора боевых ножей. Но София замечает, что если полагаться только на ножи, то у Марии будет недостаточно оружия дальнего боя, поэтому она предлагает добавить в арсенал копье. Мария не умеет обращаться с копьем, поэтому София предлагает быстро научить ее основам. Пока они этим занимаются, Такуми начинает делать оружие. Ему не требуется много времени, чтобы сделать все лезвие, но процесс забирает много маны, и ему приходится выпить зелье маны, чтобы восстановиться. Последний шаг Такуми накладывает на лезвие чары атаки и самовосстановления, чтобы не приходилось часто их ремонтировать. Когда он заканчивает, лезвия готовы. Теперь он собирается сделать рукоятки, но поскольку Мария попросила боевые ножи, ей понадобятся ножны для них. И хотя Такуми джентльмен, он все же культурный человек, поэтому, представив Марию с толстыми бедрами, на которых висят ножи, он чуть не падает в обморок. Теперь Такуми нужно сделать доспехи для девушек. Вместо того, чтобы прямо попросить их снять мерки, он придумывает более удобное решение. Он открывает свой сундук с предметами и достает 2 куклы Марии и Софии в натуральную величину, которые он создал с помощью навыка оценки. Только не спрашивайте, зачем он их сделал. Что касается доспехов, Такуми планирует сделать их из шелка кленового дерева и панциря и шкуры, которые он получил от бронированного кабана. Что касается дизайна, то у него никогда раньше не было возможности создавать доспехи для других, поэтому он решил дать волю фантазии и воплотить все свои идеи в этих куклах. Через несколько дней после многочисленных переделок Такуми наконец-то показал доспехи Марии и Софии, и они им очень понравились. Он спросил, нравится ли им, и они были удивлены, что доспехи идеально им подходят. Особенно учитывая, что Такуми даже не снимал с них мерки, как будто у него были их точные копии. Клен вдруг начала рассказывать о куклах, которые использовал Такуми. Но он быстро закрыл ей рот, прежде чем она успела что-то сказать. Чтобы отвлечь их внимание и избежать подозрений, Такуми перевел разговор на другое, спросив, что они думают об оружии, которое он для них сделал. София достала меч, который Такуми сделал для нее, и сказала, что он идеально подходит. То же самое и с Марией, когда она опробовала свои боевые ножи и была благодарна за снаряжение, которое он для нее сделал. Такуми сделал для них еще кое-что. Он достал кольца и сказал, что они помогут им в магии. София и Мария приняли кольца, но им было неловко, что они так сильно беспокоят Такуми, ведь такие кольца требуют много маны. Такуми признался, что это было утомительно, но помогло ему повысить уровень магии льда и молнии, так что усилия того стоили. Когда все снаряжение было испытано, они втроем отправились в гильдию, чтобы Такуми зарегистрировал Марию и Софию как авантюристов. Поскольку они впервые в гильдии, Марии и Софии присвоили ранг H. Пока они там, администратор напоминает Такуми, что ему нужно выполнить хотя бы один квест, чтобы сохранить свой статус авантюриста. Такуми направляется к доске с заданиями, чтобы выбрать подходящий квест. Он хочет взять квест ранга H или G, чтобы было проще, но София предлагает ему выбрать квест более высокого ранга, чтобы быстрее повысить свой статус. Двое придурков слышат, что Такуми ранга H,
и думают, что смогут запугать его и заставить убежать, чтобы развлечься Софией и Марией. Они говорят Такуми, что у них низкий ранг, и он не сможет справиться с ними. Им ничего не стоит побить случайного парня ради забавы. Мария собирается вмешаться и образумить этих идиотов, но Такуми останавливает ее и говорит, что сам справится. Он в ужасе. Но эти парни не только оскорбили его, но и, что важнее, оскорбили его друзей, поэтому он не может отступить. Авантюристы с низким рангом возмущены, что новичок ранга H, такой как Такуми, осмелился бросить им вызов. Толстяк со всей силы бьет его кулаком. Такуми даже не пытается увернуться, позволяя кулаку ударить себя, но от удара страдает только парень с низким рангом, потому что он ломает себе руку. Внезапно на место происшествия приходит глава гильдии Барак и требует объяснений, потому что драки в гильдии строго запрещены. Сначала он думает, что виноват Такуми, потому что тот совершенно невредим, а у другого парня сломана рука. Но Мария быстро заступается за Такуми, настаивая, что он не сделал ничего плохого. Администратор тоже вмешивается, чтобы подтвердить их историю, и объясняет, что Такуми просто стоял и получил удар в лицо. Глава гильдии хочет докопаться до сути. Поэтому он просит кого-то вывести того парня и приглашает Такуми и его команду пройти с ним, чтобы задать несколько вопросов. Он считает, что Такуми просто защищался, но он не понимает, как это произошло, и хочет объяснений. Такуми немного неловко раскрывать информацию о своих навыках, но глава гильдии уверяет его, что все это останется в тайне. Тогда Такуми объясняет, что когда парень замахнулся на него, он открыл свой сундук с предметами и достал немного угля, которым и прикрылся для защиты. Чтобы не пострадать, он превратил уголь в алмаз. Вот почему он сломал тому парню руку, ничего не делая. Раз уж об этом зашла речь, глава гильдии предлагает сразу повысить Такуми до ранга Ди. Очевидно, что у него есть все необходимые навыки, а более высокий ранг отпугнет таких придурков, как тот парень, который напал на него только потому, что его сопровождали красивые девушки. Но Такуми считает, что это неправильно, получать повышение по такой причине. Ханс предлагает Такуми и его команде выполнить несколько сложных заданий, чтобы получить повышение по заслугам. София и Мария согласны с этим. Такуми соглашается. Задание, которое им дали, заключается в том, чтобы истребить гоблинов и кобольдов и собрать травы Мерила. Они отправляются в лес, чтобы начать выполнение задания. Клен выступает в роли разведчика и предупреждает, что впереди группа из 4 гоблинов. София берет инициативу на себя и предлагает разобраться с первыми 2, поэтому она бросается вперед и убивает их одним ударом. Оставшиеся 2 попадают в паутину клена, и когда они падают на землю, Мария и Такуми пронзают их мечами. Такуми доволен тем, как хорошо они справляются с монстрами. Но он не может не заметить, сколько их уже было в этой области. Они уже убили около 100 гоблинов и кобольдов, и София подозревает, что где-то поблизости может быть лагерь монстров. Если это так, то вполне вероятно, что там есть и генерал гоблинов. Генерал гоблинов — монстр ранга S, и для победы над ним обычно требуется не менее 5 отрядов ранга D. Но София уверена, что с ее магией духа, магией земли Марии и магией стихий Такуми они справятся. Такуми все еще немного волнуется из-за такого вызова, но поскольку Мария и София кажутся такими уверенными в своих силах, он соглашается, не говоря уже о том, что у них все еще есть клен. Внезапно клен сообщает Такуми, что она собирается эволюционировать и больше не сможет участвовать в битве. Такуми, понимающе кивает и открывает для нее карманное измерение, чтобы она отдохнула. Однако это вызывает у Софии и Марии много вопросов. Они хотят знать, когда Такуми научился создавать карманные измерения. Такуми отмахивается от их любопытства, говоря, что это всего лишь одно из его умений. Более того, он отмечает, что без Мейбл у них будет меньше поддержки, чем они планировали изначально. Несмотря на это, София по-прежнему уверена, что они смогут справиться. Вскоре они добираются до лагеря гоблинов, и после небольшой разведки София приходит к выводу, что здесь около 400 гоблинов. Такими спрашивает, действительно ли им нужно сражаться со всеми этими гоблинами, и обычно так и было бы. Но разведка Софии также показала, что в округе нет людей. Так что они могут взорвать это место с помощью магии. Они втроем готовят самые мощные атакующие заклинания и используют их одновременно. Они обрушивают ад на лагерь гоблинов. К тому времени, как они заканчивают, почти все гоблины уже убиты, остались только генерал гоблинов и несколько рыцарей гоблинов.
София решает сразиться с рыцарями-гоблинами, оставив Такуми разбираться с генералом гоблинов. Вместо того, чтобы атаковать его копьем, он поджигает его, быстро добивая. Как только они убеждаются, что все гоблины уничтожены, они собирают магические камни и возвращаются в гильдию, совершенно измотанные. Они едва стоят на ногах. Ханс удивлен, что они смогли выполнить задание и даже победить генерала гоблинов всего за полдня. Затем он просит их пройти в зал собраний, потому что глава гильдии хочет поговорить с ними. Барак одновременно поражен и зол, что Такуми решился в одиночку напасть на целый лагерь гоблинов. Но как только он собирается отругать Такуми, открывается его карманное измерение и оттуда выскакивает клен. Теперь она эволюционировала в арахнида. Все рады видеть ее в новом облике. В этот момент Барак решает не обращать внимания на всю эту безумную битву, потому что вечеринка Такуми явно не похожа на обычную. Когда они возвращаются домой, Мария спрашивает Такуми, есть ли у него какая-нибудь ненужная одежда, чтобы она могла сшить себе и Софии нижнее белье. Но Такуми предлагает сделать это сам. В этот момент из карманного измерения появляется клен и сообщает Такуми, что к нему пришел Пейпек. Такуми идет к нему и узнает, что Маркус Годвин, лорд Болтона, хочет с ним встретиться. Такуми предпочел бы избежать встречи с Маркусом Годвином, но обстоятельства не оставляют ему выбора. В конце концов, Такуми приходит в замок Годвина. К счастью, Годвин оказывается разумным человеком. Первое, что он делает, это благодарит Такуми за создание всех этих туалетов, которые значительно улучшили санитарные условия в городе. Он также признает, что Такуми уничтожил лагерь гоблинов, который представлял бы серьезную угрозу, если бы его не остановили. Считая Такуми ценным активом для страны, Годвин советует ему быть осторожным, потому что Сидония рано или поздно обратит на него внимание. Через несколько дней Такуми наконец-то шил нижнее белье для Софии и Марии. Но процесс оказался сложнее, чем он ожидал, и Такуми очень устал. София и Мария в восторге от результата и хвалят дизайн, благодарят Такуми. Такуми спрашивает, не хотят ли они примерить белье прямо сейчас, чтобы он мог проверить, подходит ли оно. Через мгновение он понимает, как неуместно это прозвучало, и в смущении выбегает из комнаты. София и Мария, однако, были немного разочарованы, потому что они с радостью сделали бы это, если бы он остался. Через несколько дней Такуми решил немного отдохнуть и занялся холодильниками. Когда он закончил, он объяснил девушкам, что эти холодильники помогут сохранить продукты свежими и не дадут им испортиться. Они были в восторге, почувствовав прохладный воздух, исходящий от прибора. Чтобы сделать холодильники, Такуми использовал железо, хром и никель для создания нержавеющей стали, а затем добавил магическое устройство, наполненное охлаждающей магией. Мария поблагодарила Такуми, потому что теперь она могла готовить из свежих продуктов, когда захочет. Такуми собирался отдать один холодильник Марии, а два других продать. Когда он закончил с этим, он был готов приступить к следующему проекту. София спросила, собирается ли он снова что-то создавать, но на самом деле Такуми хотел улучшить их снаряжение. После битвы с гоблинами он хотел, чтобы их снаряжение было в лучшем состоянии. Поэтому он решил сделать набор из мифрила и адамантита. Такуми пошел в гильдию, чтобы спросить Ханса, есть ли поблизости кузнецы, которые умеют работать с мифрилом и адамантитом. Но поскольку эти металлы были очень редкими, немногие мастера умели с ними работать. Ханс предположил, что с ними могли бы справиться только гномы из Нанстала. Но это было далеко, и Такуми не мог туда поехать. Такуми уже смирился с тем, что не сможет найти подходящего кузнеца. Но перед самым отъездом Ганс упомянул город Хорос, расположенный на северо-западе королевства Баркула. Если Такуми отправится туда, то сможет найти немного мифрила и адамантита. Единственная проблема заключалась в том, что попасть туда было непросто, так как только членам гильдии кузнецов разрешалось входить в шахты. К счастью, у Ганса был хитрый способ обойти правила. Если бы Такуми согласился выполнить задание по уничтожению монстров, которые появились в шахте, и чисто случайно наткнулся на немного мифрила, то ничто не помешало бы ему самому добыть металлы. В этот момент внезапно появился глава гильдии и сказал, что у него есть для Такуми идеальное задание.
Он объяснил, что в гильдии недавно закончились дрова, а с приближением зимы им нужен кто-то, кто соберет еще дров. Поскольку Тренты часто бродили возле шахт в Хоре, а Такуми уже искал причину туда отправиться, глава гильдии решил, что он не будет против собрать немного дров по пути. Более того, поскольку Такуми уже планировал туда отправиться, глава гильдии хотел, чтобы он и его группа сопровождали еще одного человека. Но это было похоже на слишком большую работу, потому что Такуми никогда раньше не сопровождал никого. Он спросил, почему члены Львиного Клыка не могут это сделать вместо него. Глава гильдии объяснил, что Львиный Клык сейчас выполняет другое задание, поэтому они не могут этого сделать, а Такуми был единственным, кого он мог попросить. Такуми в конце концов согласился отправиться в путь, но он все еще не знал, как добраться до Хороса, поэтому спросил Ханса, сколько времени займет дорога. Ханс объяснил, что на лошади это займет 7 дней, но если Такуми поедет на монстре, то сможет сократить путь до 4 дней, потому что монстры в 2 раза быстрее обычных лошадей. Такуми подумал, что это отличная идея, и спросил, можно ли ему взять монстра. Но, к сожалению, Реаль вернулся как раз вовремя, чтобы сообщить, что все монстры уже заняты Львиным Клыком. Ханс удивился, что Реаль так быстро вернулся, но тот объяснил, что еще не закончил задание, но по пути убил черного буйвола и вернулся, чтобы не дать ему испортиться. Утром ему нужно было вернуться к Львиному Клыку, поэтому он решил остаться в городе на ночь. Услышав это, Такуми предложил ему переночевать у него и сходить в баню. Рил обрадовался возможности помыться, поэтому согласился. Такуми был рад это слышать, но ему действительно нужно было кое-куда сходить. Поэтому он сказал, что Реаль может подождать его дома. Но Реаль сказал, что лучше пойдет с Такуми. Такуми взял Реали с собой в компанию Пейпека, и там успешно уговорил Пейпека одолжить ему пару монстров для путешествия. Тем не менее, Пейпек попросил Такуми продать ему несколько редких руд, которые он добыл в шахте ужасов. Папику очень понравился холодильник, который Такуми привез раньше, и он попросил сделать еще несколько таких же, когда Такуми вернется из похода. Тем временем София, которая осталась в особняке Такуми, начала волноваться, что с ним могло что-то случиться, ведь он еще не вернулся. Позже вечером Такуми возвращается домой вместе с Рилом. Он извиняется за то, что заставил Рила идти с ним так долго, хотя тот, должно быть, устал после путешествия. Но Рил не возражает, ведь он сам вызвался пойти с Такуми. В этот момент Рил почувствовал на себе и на Такуми чей-то враждебный взгляд. Было ясно, что с его снаряжением у него нет шансов против этого человека, поэтому он, не раздумывая, схватил Такуми за руку и побежал. Но их преследователь быстро догнал их и ударил Рила по лицу. Оказалось, что это была София, которая была уверена, что Рил пытался похитить Такуми и была готова убить его. Но прежде чем она успела ударить Рила, Такуми встал перед ним и сказал Софии, что она все неправильно поняла. После того, как он все объяснил, София опустилась на колени и искренне извинилась перед Рилом за то, что чуть не убила его. К счастью, Рил не пострадал и решил простить ее, но у него было много вопросов к Такуми. И их стало еще больше, когда они наконец добрались до дома Такуми. Там Рила встретили еще несколько милых девушек. Он спрашивает Такуми, что происходит. Такуми объясняет, что ему нужна была горничная для уборки дома и охранник, поэтому он нанял Софию и Марию. А потом появилась Клен, которая в какой-то момент эволюционировала. Рилу очень рад снова увидеть Клен в ее новом облике. Клен его помнит, но все равно не любит. Рилу в отчаянии падает на колени, понимая, что и Богер, и Хит уже женаты, а у Такуми даже 2 девушки, а он все еще одинок. Но Такуми быстро поправляет его, объясняя, что на самом деле он не встречается ни с Софией, ни с Марией. Воспользовавшись случаем, Рилу решил попытать счастье и спросил Софию, не хочет ли она с ним встречаться, но она сразу же отказала. То же самое сделала и Мария. Так Рилу снова потерпел поражение. Немного позже, когда Рилу плачет в ванной, Такуми говорит с Марией и Софией о задании, которое он принял, чтобы добыть немного мифрила и адамантита. София считает, что это хорошая идея, ведь древесина Трента очень ценная. Все остальные согласны. Такуми говорит, что они отправятся через 3 дня. На следующее утро Рилу присоединяется к остальным членам Клыка Льва.
Когда он ушел, Такуми решил, что пора начать создавать новое снаряжение для предстоящей охоты. Он получил меч из вольфрамового сплава, который уже был впечатляющим оружием. Но он был слишком большим для использования в таком виде, поэтому Такуми решил его разобрать. Он попытался использовать на нем свой навык алхимии, но меч сопротивлялся, требуя гораздо больше усилий, чем обычно. Но после некоторых усилий Такуми наконец смог сломать меч и разделить его на два отдельных лезвия. Эти лезвия вытягивают ману у любого противника, которого ранят ими. Так что Такуми доволен результатом, хотя он потратил на это все свои силы. Через 3 дня Такуми и его группа встретились с Пэйпеком, чтобы забрать обещанную им повозку. Внутри они обнаружили человека, которого им поручил доставить глава гильдии. Такуми с любопытством подошел к нему, и мужчина представился как Гамба. После этого группа отправилась в путь. Но по дороге они остановились на ближайшем поле, чтобы Такуми и остальные могли поохотиться. Когда они углубились в лес, София заметила Трента, который пытался слиться с деревьями, и быстро указала на него Такуми. Он без колебаний бросился вперед, чтобы сразить его. Трент попытался нанести ответный удар. Но София и Мария прикрывали его, и Такуми легко справился с ним. Однако в лесу их ждало еще много Трентов. Убивать их по одному было бы слишком долго, поэтому София предложила использовать магию. И это сработало. Но вскоре они столкнулись со старшим Трентом, и сколько бы магии они ни использовали, он продолжал восстанавливаться. Единственный способ убить его – это одним ударом разрубить его тело. Поэтому София велела Такуми покрыть свой меч огнем и атаковать, пока они с Марией будут прикрывать его. Совместными усилиями им, наконец, удалось победить главного Трента. После этого их охота на Трентов была завершена, и они могли продолжить путь в Хорс. Когда они прибыли в Хорс, группа направилась в местную гильдию искателей приключений. Там Гамба предложил им задание, в котором искателям приключений нужно было уничтожить железных кротокрысов в шахтах. Эти существа питались веслами, что делало их серьезной угрозой. Согласившись на это задание, они получили разрешение войти в шахты. Немного погодя, группа отправилась в шахты на поиски руды. Им очень повезло, потому что они быстро нашли мифриловую и адамантитовую руду. Однако руда привлекла подземных кротокрысов, и им пришлось сражаться. Как раз перед тем, как кротокрыс появился, Такуми на мгновение задумался и быстро придумал хитрый план. Когда железный кротокрыс показался, он ослепил его вспышкой магии света. В результате существо упало, и его было легко добить. Хотя метод Такуми был эффективен, София и Мария не могли не почувствовать разочарования, потому что у них не было возможности сразиться. Поскольку поход в шахты был успешным, через несколько дней они вернулись в Болтон. Как только они вернулись, Такуми зашел в магазин Гамба, чтобы научиться работать с мифрилом и адамантитом. Гамба объяснил, как извлекать металл из руды, и после долгих усилий Такуми смог создать мифриловую и адамантитовую руду, которую он использовал для создания магического снаряжения. Когда Такуми закончил создавать новое снаряжение, он отдал его Марии и Софии, чтобы они его испытали. Девушки были поражены тем, насколько легкими и прочными стали их доспехи, и, к их удивлению, в них была вложена магия. Такуми объяснил, что он наложил на их снаряжение чары, которые усиливают их способности к магии стихий. Что касается его собственных доспехов, то он наложил на них чары, которые называются «громовой удар», и они усиливают его скорость, позволяя двигаться с невероятной быстротой. Но когда второй Такуми пытается показать, насколько он быстрый, он врезается лицом в стену. Затем Такуми представил новое оружие, которое он создал, и чары, которые он наложил на него. София и Мария были в восторге от своих новых копий, но у Софии была особая просьба. Она была готова отдать свою жизнь, чтобы защитить Такуми. Поэтому она попросила сделать для нее щит, чтобы она могла лучше его защищать. Такуми подумал, что это хорошая идея, но напомнил Софии, что она должна ценить свою жизнь так же, как и его. Нолан все это время наблюдала за Такуми, радуясь его успехам. Она знала, что ему понадобится вся его сила для предстоящих сражений. Тем временем в будущем в королевстве, куда призвали других героев, Акира и Ямато были готовы к бою. Теперь, когда они закончили обучение, они собирались выполнить задание, которое им дал король Салмандора, а в мире Такуми он только что закончил делать щиты, которые просила София.
Но увидев, сколько сил и энергии это отняло у него, она не могла не чувствовать себя виноватой. Она хотела, чтобы у Такими был помощник, который мог бы помочь ему с производством, чтобы ему было немного легче. Тем временем в столице королевства лорд получил письмо из Сидонии. Оказалось, что слухи о туалетах Такими и очищающей магии, которой они были пропитаны, дошли до церкви Божественного Света. Хотя они еще не знали, кто такой Такими. Они уже планировали принять меры против него. Когда в Баркуле стали использовать очищающие магические туалеты, церковь Божественного Света решила отправить гонца к королю. Они быстро обратились к папе в Сидонии. В итоге они убедили папу объявить, что очищающая магия — это божественный дар, и только они имеют право ее использовать. Поэтому они потребовали, чтобы король Баркулы передал им патент на магический круг очищения. Кроме того, они настаивали, чтобы король раскрыл личность человека, который создал эти очищающие устройства. Король выслушал требования церкви, но поскольку они были совершенно нелепыми, решил полностью их проигнорировать. Гонец церкви был поражен, что король посмел бросить вызов церкви, и в ответ пригрозил, что прикажет всем священникам, находящимся в Баркуле, немедленно вернуться в Сидонию. Однако короля это не испугало, и он даже подтолкнул его к этому. Такими в конце концов узнал о решении короля и почувствовал облегчение, что король его не предал. Но он все равно немного беспокоился из-за того, что король так сильно отверг церковь Божественного Света. Поскольку церковь Сидонии, скорее всего, выступит против Баркулы, Такуми не хотел бы стать причиной такого крупного конфликта. Но папик уверяет его, что беспокоиться не о чем. В конце концов, церковь Божественного Света не единственная религиозная организация в этом мире, есть еще церковь Творения. Хотя церковь Божественного Света имеет значительное влияние, в этой стране все еще много последователей церкви Творения, так что их отсутствие не будет большой потерей. Кроме того, священники церкви Творения могут исцелять магией всех нуждающихся. В то время как церковь Божественного Света требует непомерную плату за любую священную магию. Поскольку церковь Божественного Света поддерживает Сидония, Такуми, скорее всего, придется держаться от них подальше, но такова жизнь. В любом случае, Пипек пришел к Такуми сегодня, потому что он уже показывал королю туалет и холодильник Такуми. И король был так впечатлен, что попросил папика привести Такуми к нему. Такуми немного нервничает из-за встречи с таким важным человеком, как король. Но папик уверяет его, что это не приказ, от которого он может отказаться, если захочет. Тем не менее, Пипек очень надеется, что Такуми согласится, так как это пойдет на пользу отношениям его компании с королевской столицей. В итоге Такуми соглашается на встречу. В тот же вечер он рассказывает об этом Софии и Марии и спрашивает, не хотят ли они поехать с ним в королевскую столицу. Бакалатосы с радостью соглашаются, и он предлагает отправиться через неделю. Но до этого нужно многое подготовить. Поскольку дорога до столицы займет около 7 дней, Марии нужно заранее приготовить много еды. Пока Мария этим занимается, Такуми говорит, что он будет работать над новыми плащами для нее и Софии. Недавно он получил несколько магических камней темной стихии от Пейпека и с их помощью сможет зачаровать плащи, наложив на них заклинание, блокирующее восприятие. Это заклинание будет невероятно полезно в бою, но главная причина, по которой Такуми его делает, это чтобы Софию и Марию никто не беспокоил, когда они прибудут в столицу. Позже София и Мария идут за покупками, и выбирая фрукты, Мария говорит, что Такуми недостаточно уверен в себе. София соглашается, отмечая, что он симпатичный, обладает выдающимися навыками в алхимии и невероятным талантом изобретателя. Она продолжает с энтузиазмом перечислять все достоинства Такуми. Но Мария не может не заметить, как взволнована София, когда говорит о нем. Это наводит ее на мысль, что София, возможно, влюблена в него. София отрицает, что у нее такие неподобающие мысли, и говорит, что любит Такуми только как своего учителя. Но Мария знает, что где-то здесь кроется любовная история. Тем временем Такуми в церкви преклоняет колени перед статуей Нолана и молится. Вскоре его окутывает яркий свет, и он внезапно оказывается в владениях Нолана, где она тепло его приветствует. Она давно его не видела и уже слышала о его приглашении в столицу. Поэтому если он пришел помолиться о безопасном путешествии, она шутливо замечает, что ему следовало бы принести ей подношение. Такуми объясняет, что на самом деле он здесь, потому что хочет задать ей несколько вопросов. Церковь Божественного Света поклоняется богине по имени Анат. Поэтому его первый вопрос – есть ли на самом деле другая богиня, кроме Нолан?
Не колеблясь, Нолан твердо заявляет, что она единственная истинная богиня в этом мире. Но если это так, то Такуми спрашивает, что означает анатомической. Нолан не хочет раскрывать слишком много, поэтому говорит, что Такуми узнает об этом, когда придет время. Пока он здесь, Такуми также спрашивает Нолан, знает ли она, что случилось с другими героями, которых призвали вместе с ним. Прошло уже 10 месяцев с тех пор, как он попал в этот мир, и при обычных обстоятельствах такое важное событие, как призыв героев из другого мира, вызвало бы огромный резонанс. Но, как ни странно, Такуми не слышал, чтобы кто-то упоминал об этом. Нолан решает быть честной и признается, что когда она призвала Такуми, она немного изменила время, отправив его на год назад. Другими словами, технических героев еще даже не призвали. Это произойдет еще через несколько месяцев. Однако Такуми не понимает, зачем ей понадобилось отправлять его назад во времени. Поэтому он просит ее объяснить. К сожалению, время Нолан на исходе, поэтому она пока не будет отвечать на вопросы. И она просит его принести ей сладостей в следующий раз, когда он придет к ней. Такуми пытается сказать ей, что у него еще есть вопросы. Но Нолан бьет его по голове, отправляя обратно в мир смертных. В конце концов, Такуми просыпается на полу церкви, чувствуя, что Нолан уклонялась от его вопросов о других героях. Но поскольку он все равно не собирается с ними связываться, это не имеет значения. Он возвращается домой, чтобы закончить новые плащи, которые он шил для девочек. Когда они будут готовы, он отдаст их Марии и Софии, которым очень нравится дизайн. Услышав их похвалу, Такуми становится счастливым. Но есть еще кое-что, над чем он хочет поработать перед их отъездом. Он ведет их обеих в свою мастерскую и показывает свой следующий проект — собственную карету. Он подумал, что было бы гораздо удобнее иметь собственную карету, которую они могли бы использовать, когда им нужно, вместо того, чтобы постоянно брать ее в аренду. Но даже если он построит карету сам, у него все равно нет лошади, чтобы ее тянуть, поэтому он подумывает о том, чтобы взять лошадь в гильдии. Но Мария быстро говорит ему, что в этом нет необходимости, они могут просто купить ее сами. В лесу смерти за Болтоном полно монстров, и если они будут искать достаточно долго, то смогут найти единорога или дракона, которые намного быстрее обычных лошадей-монстров. Мария, кажется, особенно рада этой идее, но Такуми не может не чувствовать себя немного неловко. В конце концов, они отправляются на поиски лошади. Когда они заходят в лес, Такуми поворачивается к Софии и спрашивает, действительно ли лошади-драконы намного быстрее обычных лошадей-монстров, которых они обычно берут в гильдии. Она подтверждает это и говорит, что лошади-драконы обладают скоростью, выносливостью и прочностью, которые намного превосходят обычных лошадей-монстров. Лошади-драконы выглядят почти так же, как обычные лошади. Но у них есть огромный рог, как у носорога, и чешуя, как у дракона, так что их легко заметить, если они попадутся на глаза. В этот момент Клен зовет их и говорит, что нужно поторопиться, чтобы найти лошадь. Клен полна энергии, но это потому, что она рада, что Такуми сможет заключить контракт с лошадью. Однако, прежде чем остальные успевают ее догнать, София вдруг чувствует, что рядом монстр и инстинктивно достает меч. Через мгновение из кустов выскакивает волк, но вместо того, чтобы напасть, он просто пробегает мимо них. Такуми уверенно говорит, что волк их не заметил благодаря их плащам, скрывающим их присутствие. София впечатлена тем, как хорошо работают плащи, и предлагает снять их, чтобы они могли сразиться с монстрами. Через несколько секунд после того, как они сняли плащи, София одним ударом убивает кабана. Мария думает, что это здорово, ведь они смогут приготовить мясо кабана в дорогу. Клен уже начинает терять терпение и говорит, чтобы они поторопились, но тут Такуми замечает на земле мертвое дерево и говорит, что ему пригодится древесина для повозки. Он и София готовятся его рубить. Теперь, когда Мария занята мясом, а Такуми деревом, Клен не может больше ждать и решает пойти вперед одна, чтобы найти лошадь. Пробираясь через лес, она замечает, что вокруг валяется необычно много мертвых деревьев и задается вопросом, что могло стать причиной такого разрушения. Пройдя дальше в лес, она натыкается на лежащего на земле дракона, и, судя по его виду, он в плохом состоянии. Клен осторожно подходит к дракону и спрашивает, не ранен ли он. В ответ дракон тут же выпускает в нее молнию, заставляя ее отступить. Но она быстро понимает, что он просто испугался из-за своих ран. Она слишком хорошо знает это чувство, потому что сама чувствовала то же самое, пока Такуми не нашел ее.
Желая успокоить существо, она мягко говорит ему, что не нужно волноваться, ведь ее хозяин очень добрый человек и вылечит его раны, когда придет. Им просто нужно немного подождать. Но похоже, что им не удастся спокойно ждать, потому что внезапно появляются два монстра-термита. И они выглядят недружелюбно. Клен понимает, что это они ранили дракона, поэтому она использует свою паутину, чтобы поймать их, и бросает их тела перед драконом, чтобы их ударило током. Но термитов еще много, и у них могут быть проблемы. Чтобы защитить себя и дракона, Клен быстро создает барьеры своей паутины. Это дает ей немного времени, но она знает, что термиты в конце концов прорвутся. В отчаянии она пытается позвать Такими, но не получает ответа. Она начинает беспокоиться, что он так увлекся поисками дерева, что совсем забыл о ней. Термиты прогрызают барьер, и Клен закрывает глаза, понимая, что сейчас умрет. Но когда она открывает глаза, то видит, что Такими стоит рядом с ней, и она так рада, что с ним все в порядке. Клен бросается ему на шею от облегчения. Он пришел, чтобы спасти ее, потому что она очень волновалась, когда он не ответил на ее зов. Такими объясняет, что, скорее всего, ее зов не прошел из-за созданного ею барьера. Хотя он был хорошо защищен от атак, плотно сплетенные слои также блокировали все сигналы маны, и ее сообщение не дошло до него. Но как только он понял, что потерял связь с Клен, он сразу же бросился к ней. Когда он добирается до нее, то видит за спиной Клен дракона, и она просит его спасти его. Такими протягивает руку и пытается исцелить его магией. Но дракон отталкивает его, потому что не доверяет Такими. София говорит Такими, что им нужно уходить, потому что в округе могут быть еще термиты. Но если они оставят дракона здесь, он погибнет. Такими решает поместить его в свое карманное измерение вместе с Клен, пока они не вернутся домой. София предупреждает Такими, что он не может поместить существо такого высокого уровня в свое карманное измерение без заключения контракта, потому что это может навредить его телу. Но Такими уверен, что с ним все будет в порядке. Как оказалось, ему стало плохо, как только он переместил дракона в карманное измерение. Он потерял сознание почти сразу же. Даже после того, как девушки привели его домой, он не приходил в себя в течение 12 часов. Тот факт, что дракон все еще находится в его карманном измерении, означает, что мана Такуми будет продолжать истощаться, пока он не умрет. А он не может открыть барьер, чтобы выпустить дракона, потому что без сознания. Поэтому София связывается с Клен и просит ее открыть карманное измерение изнутри. Клен соглашается помочь, но говорит, что дракон, скорее всего, испугается, если внезапно окажется в незнакомом месте. Чтобы успокоить его, она решает поставить палатку во дворе, чтобы он мог привыкнуть к новому окружению. Как только дракон выйдет из карманного измерения, Такуми должен прийти в себя. Тем временем Мария идет за лекарствами и просит Софию побыть с ним, пока он не очнется. Позже, в тот же день, Такуми наконец приходит в себя и выходит на улицу, чтобы посмотреть на дракона. Пока они ждали, Клен рассказывала дракону о Такуми. Представившись, Такуми спрашивает, не хочет ли дракон заключить с ним контракт. Дракон доверяет Клен, и поскольку она ручается за Такуми, он соглашается заключить с ним контракт. Теперь, когда дракон приручен, Такуми может использовать на нем магию, не опасаясь последствий. Не раздумывая, он использует заклинание «Высокий каблук», чтобы залечить все его раны. В одно мгновение дракон приходит в себя и снова встает на лапы, полностью восстановившись. Теперь, когда дракон официально стал фамильяром Такуми, ему нужно дать ему имя. Так как он назвал Клен в честь листочка, он решает продолжить эту тему и называет дракона Камелия в честь дерева, которое не сбрасывает листья круглый год. Клен рад, что Камелия полностью выздоровела, и теперь все в порядке. Мария зовет всех на ужин. Она приготовила угощение. Так как Такуми не ел целый день из-за того, что был без сознания, ему определенно нужно хорошо поесть. В компании по торговле рабами под названием Палум девушка-зверь по имени Рёва проводит встречу с потенциальным хозяином. Клиент явно впечатлен ее магическими способностями, но спрашивает, может ли она использовать какие-нибудь практические заклинания. Рёва признается, что пока не выучила никаких полезных заклинаний, но обещает приложить все усилия, чтобы научиться, чтобы быть полезной ему. Однако мужчина отказывается покупать ее, объясняя, что ему нужен кто-то, кто сможет помочь ему прямо сейчас, и у него нет времени ждать, пока она научится. После ухода клиента Рева извиняется перед Палумом за то, что ее снова отвергли.
Однако он уверяет ее, что не стоит волноваться, потому что в конце концов она найдет подходящего хозяина. Риво старается сохранять оптимизм. Но после нескольких лет, проведенных здесь в поисках хозяина, сомнения начинают закрадываться. Она вспоминает свою прошлую жизнь с младшим братом и то, как ей пришлось продать себя в рабство, чтобы заработать денег и прокормить семью. Но, несмотря ни на что, она так и не заработала ни копейки. Дома у Такими он продолжает усердно работать над своей повозкой, что начинает беспокоить Марию. Она спрашивает, собирается ли он сегодня зайти в мастерскую Гамба, и Такими отвечает, что ему еще нужно закончить кое-какие кузнечные дела перед поездкой. София замечает, что он слишком много работает, и помимо повозки ему еще нужно сделать больше зелий и холодильников для Пейпека. К тому же он уже несколько дней не отдыхал. И если так пойдет и дальше, она боится, что он может надорваться. Такуми ценит их заботу о нем, но уверяет, что с ним все в порядке, и уходит, как и планировал. Его первая остановка сегодня гильдия, но как только он заходит внутрь, он слышит, как какой-то мужчина отчаянно умоляет главу гильдии поверить ему, настаивая на том, что он видел что-то ужасное. Такуми подходит к стойке регистрации и спрашивает Ганса о происходящем. Ганс объясняет, что несколько человек видели странное существо, которое бродит снаружи. Такуми спрашивает, как оно выглядит, но никто не знает, как оно выглядит. Однако Ганс нарисовал эскиз по описанию свидетеля. Даже с этим рисунком личность существа остается неясной. Но Ганс не слишком обеспокоен, так как пока не поступало никаких сообщений о разрушениях. Он спрашивает Такуми, что привело его в гильдию сегодня. Такуми отвечает, что он пришел зарегистрировать нового питомца, которого недавно приобрел. Ганс впечатлен, что Такуми удалось приручить еще одного питомца, и, учитывая все, что Такуми уже сделал, он ожидал, что это будет что-то необычное. Тем временем, когда Такуми достает Камилу из своего карманного измерения, Ганс приходит в ужас. Он смотрит на свой рисунок и понимает, что Камила — это то самое существо, которого все боялись. Теперь, когда стало ясно, что Такуми был причиной паники, глава гильдии вызывает его на собрание и отчитывает до тех пор, пока Такуми не начинает умолять о пощаде. Тем временем София возвращается в город после встречи с Мулан. Она хотела узнать, есть ли у Мулан рабы с магическими способностями, которые могли бы помочь Такуми, но, к сожалению, никто не подходил под это описание. Милан предложил Софии обратиться в другие компании по торговле рабами, чтобы узнать, есть ли у них кто-то, кто соответствует ее требованиям. Когда она возвращалась домой, София встретила Марию, которая ходила по магазинам в поисках ингредиентов для обеда. Увидев, как Такуми устал в последнее время, Мария решила приготовить ему что-нибудь вкусное, чтобы подбодрить его. Но когда они с Софией пришли в мастерскую Гамба, чтобы проведать Такуми, они увидели, что он спит прямо на куче досок. Сначала они испугались, но Гамба успокоил их, сказав, что волноваться не о чем, Такуми просто уснул во время работы. Учитывая, как усердно он работал, не отдыхая, это неудивительно. Хотя он, должно быть, очень устал, он продолжал работать с улыбкой, пока не упал в обморок. Сейчас с ним все будет в порядке. Но Гамба предупредил девушек, что если они не заставят Такуми сбавить темп, он может однажды просто умереть от переутомления. Через некоторое время, проснувшись, Такуми наконец-то закончил карету и выглядел очень гордым собой. И это неудивительно, ведь он по сути бросил вызов законам физики, чтобы создать его. Снаружи это обычная карета, но внутри она просторна, как дом. Такуми вложил огромное количество усилий в пространственную магию, чтобы расширить внутреннее пространство. И он даже оснастил карету всем необходимым для комфортного путешествия. Все забираются в карету, чтобы опробовать ее, и Мария в восторге от того, что она будет за рулем. Несмотря на то, что карета движется с пугающей скоростью, внутри она едет невероятно плавно, почти без вибраций, а значит, нет риска укачивания. За несколько дней до запланированной поездки Такуми говорит Марии, что если у нее есть какие-то пожелания по поводу кареты, она может ему сказать. Воспользовавшись предложением, она сразу же просит установить шипы на боках кареты. Шипы абсолютно бесполезны. Такуми соглашается с просьбой Марии, но тут же ее игнорирует, и они продолжают, как ни в чем не бывало. Через несколько дней наступает время их поездки. Они подъезжают к городским воротам, где их встречает Леон Фенг, который будет сопровождать их в поездке в столицу. Вскоре приезжают Пипек и остальные, и когда все собрались, Такуми решает, что пора отправляться.
Но прежде чем они уезжают, Пепику становится любопытно, как выглядит карета, сделанная Такуми. Он спрашивает, можно ли заглянуть внутрь. Такуми разрешает, и как только Папик заходит и видит просторный интерьер, похожий на дом, он теряет дар речи. Взволнованный, он засыпает Такуми вопросами, требуя рассказать, как ему удалось создать такую великолепную карету, и даже предлагает заплатить огромную сумму за секрет. Но прежде чем он успевает зайти слишком далеко, вмешивается лорд Годвин и приводит его в чувство, напоминая, что не стоит смущать Такуми. Но затем Годвин начинает громко говорить о том, как сильно он хотел бы иметь такую же великолепную карету, как у Такуми. Он не просит Такуми сделать для него такую же, но вскользь упоминает, что если бы Такуми подарил ему такую, то он был бы так благодарен, что готов был бы заплатить 100 платиновых монет взамен. Такуми быстро подсчитывает в уме и понимает, что 100 платиновых монет примерно равны миллиарду иен. С такими деньгами он не может отказаться. Итак, группа отправляется в путь. Такуми и его спутники едут в его карете, а Годвин и Папик в своих. По дороге Годвин обсуждает со своим помощником, насколько ценным стал Такуми для королевства с момента своего прибытия. Он не сомневается, что Такуми будет продолжать добиваться еще больших успехов, но с такими достижениями он наверняка привлечет нежелательное внимание. И король, и Годвин сделают все возможное, чтобы защитить Такуми от любых внутренних угроз в королевстве Баркула. С империей Сидония будет совсем другая история. Говоря об империи Сидония, мы заглянем в будущее после того, как были призваны другие герои. Аканни читает старую книгу по истории Сидонии, чтобы собрать как можно больше информации. В книге говорится о богине Анат, которой поклоняются в Сидонии, и о том, что она создала человечество по своему подобию. Затем она создала зверолюдей из зверей и эльфов из духов, чтобы они служили людям. Вот почему зверолюдей в Сидонии так плохо принимают. Аканни это не нравится. Во времена Такуми они только что прибыли в столицу, и он рад, что добрались без приключений. Однако их путешествие прошло так гладко только потому, что отряд Такуми уничтожал всех монстров, которые попадались им на пути. На самом деле львиный клык, который должен был быть их телохранителем, ничего не делал. В этот момент к Такуми подходит Папик и говорит, что хочет поговорить с ним. Когда они добираются до гостиницы, он говорит Такуми, что хочет подарить королю карету, похожую на ту, что сделал Такуми для себя. Он уже обсудил это с лордом Годвином и считает, что это будет отличным способом продемонстрировать мастерство Такуми королю. Однако, поскольку аудиенция у короля назначена только через 5 дней, Папик сомневается, что Такуми успеет сделать карету за такое короткое время. Он предлагает подождать до следующей аудиенции у короля. Но Такуми настаивает, что успеет сделать карету за 5 дней. Если бы он сделал ее после возвращения домой, ему пришлось бы везти ее обратно в столицу, а это было бы слишком сложно. Поэтому он считает, что будет удобнее сделать ее, пока он здесь. В столице не должно быть сложно найти необходимые материалы. Но главная проблема в том, что Такуми негде начать строительство, а в столице у него нет мастерской. К счастью, Папи говорит, что знает идеальное место, где Такуми сможет работать – компания Полхэм. Позже Такуми встречается с Марией и Софией, чтобы рассказать им о предложении Папи работать в компании Полхэм. София немного знает об этой компании. Она говорит Такуми, что это одна из самых надежных компаний по торговле рабами в столице, по крайней мере, так ей сказала Мулан. Папи получил разрешение использовать одно из старых зданий компании Полхэм, поэтому, как только прибудут материалы, Такуми планирует начать работу над новой каретой. Однако София не хочет, чтобы это было так просто. Она настаивает, что Такуми нужен помощник. Он чуть не загнал себя до смерти, когда строил первую карету, а теперь собирается сразу же взяться за вторую, даже не отдохнув. Даже такой трудоголик, как он, должен понимать, что он рискует своим здоровьем. Помня об этом, София предлагает, пока они находятся в компании Полхэм, найти ему еще одного помощника. Такуми понимает, что София и Мария искренне беспокоятся о его здоровье, поэтому соглашается взять нового помощника. На следующий день он встречается с владельцем компании Полхэм. Такуми говорит ему, что ищет раба, который помог бы ему с алхимией, и поскольку Такуми сейчас работает над каретой с различными магическими элементами, Папи предполагает, что ему нужен раб с магическими способностями. Пока Такуми на совещании, София ждет снаружи.
Внезапно к ней подбегает Мария в панике, говоря, что нигде не может найти клен. Ранее клен упоминала, что хочет осмотреть здание Палом. И если кто-нибудь увидит огромного паука-убийцу, разгуливающего по коридорам, то сойдет с ума. Поэтому София решает пойти поискать клен, пока она не натворила дел. К сожалению, когда она находит клен, та уже напугала Риву, которая просто хотела почитать книгу. Клен извиняется за то, что напугала Риву, и София помогает ей подняться. Но поднимая ее, она замечает, что книга, которую читает Рива, это книга об алхимии. София спрашивает, интересуется ли Рива алхимией, и начинает рассказывать ей, как сильно она любит изучать алхимию. Через несколько минут Риву приводят в конференц-зал, чтобы она встретилась с Такуми, так как Палом рекомендовал ее как подходящую кандидатуру. Она здоровается с Такуми и садится, чтобы они могли начать разговор. Но когда Такуми начинает объяснять, что ему нужно сделать, Рива полностью отключается, думая о том, что ее снова отвергнут, и она упустит шанс заработать деньги для своей семьи. И тут Такуми упоминает, что встретил кое-кого, кто немного разбирается в алхимии. И как только Рива слышит слово «алхимия», она вскакивает, потому что алхимия — это ее тема. Она любит алхимию так же сильно, как и Такуми. Они начинают обсуждать свои любимые методы и теории. Такуми настолько впечатлен, что решает устроить Реве небольшой экзамен. Он вырывает страницу из своего дневника и протягивает ей, спрашивая, сможет ли она определить назначение магического круга. Рево сразу же узнает в нем круг для приготовления сладостей. Но что-то в нем не так, и она не может понять, что именно. Она в панике и начинает плакать, не в силах ответить на вопрос Такуми. Она признается, что не знает ответа, потому что это не то заклинание, с которым она знакома. Она уверена, что Такуми отвергнет ее за провал на экзамене. Но вместо этого он протягивает ей руку и приглашает присоединиться к его команде. На самом деле она была права насчет круга, который используется для приготовления сладостей. Но Такуми использовал другие ингредиенты в своих рецептах. Тем не менее, он поражен тем, что она смогла определить назначение магического круга с первого взгляда. Он говорит ей, что был бы рад, если бы она стала частью его команды. Теперь, когда Такуми принял решение, Палам заключает с ней контракт. Рево чувствует облегчение, что наконец-то нашла работу. Но она просит его об одолжении, она хочет, чтобы он помог ей отправлять деньги домой, в деревню. Она объясняет, что ее семья бедствует, и она хочет поддержать их, чтобы у ее брата была лучшая жизнь. Такуми понимает, как это важно для нее, и не может отказать ей в просьбе. Тем временем король Сидонии готовится нанести ответный удар королевству Баркула за их отказ сдаться Такуми. В качестве демонстрации силы он решает отправить туда святых рыцарей, чтобы преподать им урок. Но у принцессы другой план. Поскольку королевство готовится к призыву героев, она хочет распространить слухи, которые вызовут ненависть к жителям Баркулы в Сидонии. Затем, когда герои будут призваны, она воспользуется этим, чтобы найти повод для войны и отомстить. Вскоре после этого Такими заканчивает создание адамантитовой рамы для кареты, и Рева восхищается его мастерством. Она предлагает помочь с полировкой, но когда начинает, ее настроение портится от мысли, что она никогда не сможет сделать что-то подобное. Однако Такуми успокаивает ее, говоря, что хотя круги для алхимии, которые он использовал, кажутся сложными, они не намного труднее, чем заклинания для конфет. Он уверен, что немного потренировавшись, Рева сможет творить алхимию так же хорошо, как и он, потому что у нее есть самое важное для алхимии качество. С помощью Ревы Такуми удается закончить работу над каретой. Пока он восхищается своей работой, к нему подходит пожилой мужчина и тоже начинает рассматривать карету. Он спрашивает, принадлежит ли она Такуми. Такуми отвечает, что он сделал ее сам, хотя он уточняет, что на самом деле собирается подарить ее королю. В этот момент подбегают остальные и кричат, чтобы привлечь внимание короля. Такуми понимает, что они, несомненно, говорят о нем, и догадывается, что стоящий рядом с ним мужчина — король. Такуми в ужасе, вспоминая, как непринужденно он разговаривал с ним всего несколько минут назад. Король уверяет его, что не нужно беспокоиться о формальностях, потому что это неофициальная встреча. Он объясняет, что решил устроить эту неформальную встречу, потому что официальные мероприятия кажутся ему скучными. Кроме того, ему хотелось как можно скорее встретиться с известным алхимиком, чтобы лично поблагодарить его.
Такуми удивлен, что король хочет его отблагодарить. Он не понимает, чем заслужил такую благодарность. Однако король напоминает ему, что именно он изобрел туалеты, которые решили проблему с канализацией в королевстве. Как король, он обязан выразить свою признательность. Обычно в честь Такуми устраивают грандиозные банкеты и награждают его титулами и почестями, но это привлекло бы к нему слишком много ненужного внимания. Король понимает, что Такуми хочет остаться неизвестным, чтобы не стать мишенью Сидонии. Он кажется по-настоящему хорошим человеком, и Такуми благодарен ему за его доброту и понимание. В конце концов, король все же награждает Такуми за изобретение туалета, и они отправляются домой. Когда они уходят, король наблюдает за ними из окна и приказывает слугам проследить, чтобы никто не узнал, что Такуми был здесь сегодня. Саймон соглашается, что все в замке должны молчать о визите Такуми. Однако, как только товары Такуми начнут экспортироваться за пределы Баркулы, его влияние распространится настолько широко, что Сидония не сможет не принять меры против него. Вернувшись в Болтон, Такуми собирает всех своих рабов, чтобы обсудить их зарплату. К его удивлению, Мария и София заявляют, что не хотят получать деньги. Мария объясняет, что Такуми и так обеспечивает ее едой, поэтому она довольна тем, что он ей дает. София же говорит, что ей не нужны деньги, поэтому она не видит смысла их брать. Реви кажется странным, что Такуми приходится уговаривать их взять деньги, которые они честно заработали. Такуми пытается объяснить Софии, что даже если ей сейчас не нужны деньги, все равно стоит их откладывать на будущее. Но София непреклонна, она эльф. А значит, она точно проживет дольше Такуми. И даже после его смерти она планирует провести остаток жизни, охраняя его могилу. Мария, хоть и не проживет так долго, говорит, что с радостью сделала бы то же самое. Хотя это очень трогательно. Такуми искренне хочет, чтобы эти двое придумали себе будущее, в котором не придется вечно охранять его могилу. Тем временем в империи Сидония один из шпионов принцессы успешно добыл одно из очистительных устройств Таками. Принцесса в ужасе от того, что кто-то осмелился скопировать святую магию. Вместо того, чтобы наградить шпиона, она решает не оставлять это без внимания. Она знает, что эти очистительные устройства были созданы в городе Болтон, и решает отправить небольшой отряд, чтобы найти того, кто их производит. Такуми и Рава находятся в его мастерской, когда Рава внезапно спрашивает, может ли она зарегистрироваться в гильдии искателей приключений. Такуми удивлен ее просьбой. Но Рава объясняет, что хочет помогать Такуми как искатель приключений, как Мария и София. Кроме того, если она станет искательницей приключений, это поможет ей улучшить свои характеристики, а с улучшенными характеристиками она сможет заниматься более сложной алхимией. Когда она так говорит, Такуми понимает ее и соглашается зарегистрировать ее в гильдии. Они вдвоем идут в гильдию, где Реви выдают карточку, и она официально присоединяется к команде Такуми. Что касается команды Такуми, то Ханс говорит ему, что пора придумать название. За исключением Рёвы, все в команде Такуми уже понизили свой ранг, и с их навыками они легко могут стать одной из лучших команд гильдии, поэтому они не могут оставаться безымянными. Такуми не видит проблемы в том, что у его команды нет названия. Он никогда по-настоящему не хотел становиться искателем приключений. В его команде не хватает бойца на передовой, но Рёва может взять на себя эту роль, если немного потренируется. Такуми не особо заинтересован в том, чтобы становиться сильнее. В этот момент, откуда ни возьмись, появляется Барак и говорит, что готов тренировать Такуми, пока он не станет лучшим бойцом на передовой. Он делает вид, что не слышит, когда Такуми говорит, что не хочет тренироваться. Барак швыряет Такуми по всей тренировочной площадке, настаивая, чтобы он придумал название для своей команды. Но из-за страха и боли Такуми может думать только о туалетах. В итоге Барак продолжает швырять его, отказываясь остановиться, пока он не придумает что-нибудь получше. К сожалению, Такуми так и не удается придумать подходящее название, и к концу дня он весь в синяках и ссадинах. Пока Мария обрабатывает его раны, Такими пользуется моментом и спрашивает, есть ли у нее идеи насчет названия вечеринки. Но, к его удивлению, она еще хуже справляется с придумыванием названий, чем он, и от нее нет никакого толку. Тогда он просит Софию что-нибудь предложить, но она слишком злится, чтобы думать. Она в ярости от того, что Барак посмел так обращаться с ее хозяином. Не раздумывая, она встает, готовая пойти в гильдию и разобраться с ним.
Но Такими быстро останавливает ее, объясняя, что Барак просто тренировал его. Хоть это и было больно, его боевые навыки заметно улучшились. Так что нет причин злиться на Барака. Прошло 10 месяцев с тех пор, как Такуми призвали. Все это время другие герои тренировались. Боевые навыки Ямато постоянно улучшались, и теперь он превосходит рыцаря, который его тренировал. Но Акира сидит в стороне и насмехается над Ямато, утверждая, что такой агрессивный стиль боя не поможет в настоящем сражении. Акан замечает, что стиль боя Акиры такой же агрессивный, но тот просто пожимает плечами, заявляя, что как герой он, естественно, лучший фехтовальщик. Затем он небрежно спрашивает, не хочет ли Акана присоединиться к нему в его комнате для другого вида тренировок. Но Акана игнорирует его и уходит к себе. С тех пор, как они сюда попали, Ямато и Акира, кажется, изменились в худшую сторону, и она не знает почему. Она пытается узнать как можно больше о Сидонии и ее богине Анат, чтобы понять, что происходит. Но пока что она нашла только учение Церкви Божественного Света. Их учение проповедует превосходство людей и относится к полулюдям как к рабам. С другой стороны, она узнала немного о Церкви Творения, которая поклоняется Нолану и относится к людям и полулюдям одинаково. Однако Сидония находится под контролем Церкви Божественного Света. Учитывая, что они призвали ее и остальных героев, чтобы установить мир во всем мире, Акана не может не думать о том, что королевская семья хочет от них. Вернемся к Такуми. Он дает Риве кольцо и посох, так как она хочет помогать им в приключениях. Кольцо поможет ей активировать магию. Рива сказала, что умеет обращаться с его посохом, поэтому Такуми сделал для нее такой же, используя древесину Трента и сплав мифрила. Рива очень благодарна Такуми за такое впечатляющее оружие. Но Клен начинает ревновать, потому что Такуми никогда не делает оружие для нее. Но на этот раз Такуми сделал для нее оружие, и Рива помогала ему. Клен благодарна им обоим. На следующий день Такуми продолжает тренироваться с Бараком и пытается придумать название для своей группы, чтобы отвлечься от тренировки. Но лучшее, что он может придумать, это кошачий коготь, что явно является отсылкой к клыку льва. Барак тут же бросает его на землю. Мария пытается помочь, предлагая название, но оно настолько ужасное, что Барак сразу же отказывается и бросает Такуми на землю. Такуми начинает беспокоиться, что София может напасть на Барака, если он продолжит так его швырять. Но увидев тренировку своими глазами, София понимает, что Такуми действительно слаб в рукопашном бою. Теперь она считает, что тренировка необходима. После нескольких часов, в течение которых его швыряли туда-сюда, Такуми наконец-то может отдохнуть. Но как только он начинает расслабляться, к нему подходит Ганс и предлагает отправиться на задание по сопровождению. Такуми не хочет соглашаться, так как задания по сопровождению обычно довольно длительные. Но Барак говорит, что с его каретой и камелией поездка займет всего 4 дня туда и обратно. Кроме того, это задание от компании ППГ, а значит, приняв его, Такуми окажет ППГ услугу. Такуми спрашивает, может ли вместо него отправиться Львиный Клык, так как они обычно выполняют задания ППГ по сопровождению. Но, к сожалению, Львиный Клык сейчас занят другим заданием, поэтому они не могут этого сделать. Такуми все еще не хочет соглашаться, но все остальные считают, что это хорошая идея, и он вынужден согласиться. Они отправляются в город Килбус, и человек, которого они сопровождают, выражает свое облегчение, чувствуя себя в большей безопасности, зная, что Такуми и его команда будут его охранять. Его главная цель – продать предметы первой необходимости и устройства для очистки. Но пока они там, папик попросил его купить немного молока. Такуми с удивлением узнает, что в этом мире есть молоко, так как раньше он его никогда не встречал, хотя в Болтоне его просто не продают. В Килбусе есть и другие молочные продукты, например, сыр, и это неожиданно радует Такуми. Когда они приезжают в город Килбус, Такуми впервые угощает всех сливочным рагу. Когда они откусывают первый кусочек, то понимают, что это действительно вкусно и необычно, потому что они никогда раньше такого не пробовали. Однако Такуми думает, что мог бы немного улучшить рецепт и говорит, что им нужно купить побольше сыра и молока, прежде чем они вернутся домой. К счастью, магазины в этом городе работают и ночью, так что Такуми может купить столько, сколько захочет. Вечером они идут за покупками. Когда они возвращаются, то садятся пробовать. Молоко и сыр снова напоминают Такуми о его прошлой жизни в Японии, но он не испытывает тоски по ней. Его жизнь в этом мире гораздо интереснее, чем все, что он когда-либо испытывал на Земле.
София замечает, что Такуми задумался и спрашивает, все ли с ним в порядке. Он спрашивает, не думает ли она вернуться в свой родной город. София отвечает, что слишком любит свою нынешнюю жизнь, чтобы вспоминать о прошлом. Проведя 50 лет в заточении из-за наложенного на нее проклятия, она наконец-то смогла начать все сначала, заключив контракт с Такуми. Теперь для нее важно только двигаться вперед вместе с Такуми и остальными. Остальные соглашаются с Софией, и Такуми понимает их чувства. С тех пор, как он попал в этот мир, ему кажется, что у него выросли крылья, и он может жить так, как ему хочется. И теперь, когда он думает об этом, метафорические крылья Бо — это заслуга Нолана. Так что он наконец-то придумал название для своей вечеринки — «Крылья Нолана». После завершения миссии сопровождение Такуми и остальные возвращаются в Болтон. Однако, как только он переступает порог своего особняка, он чувствует, что что-то не так. Вся комната наполнена парализующим ядом, и прежде чем он успевает полностью осознать ситуацию, девочки уже отравлены и взяты в плен двумя мужчинами в масках. Один из мужчин в масках приближается и пытается ударить Такуми ножом. Но как раз перед тем, как лезвие может дотянуться до него, паутина внезапно выбивает нож из его руки, и, воспользовавшись моментом, Такуми быстро контратакует, убивая первого нападавшего. Затем второй мужчина бросается на него, но Такуми легко переворачивает его и сбивает с пути. Теперь, когда с угрозами покончено, Такуми поворачивается к Мейпл и благодарит ее за помощь, признавая, что она действительно спасла его тогда. Затем он применяет лекарство, чтобы устранить яд, позволяя девочкам снова двигаться. София немедленно начинает извиняться за то, что не смогла защитить его. Но Такуми уверяет ее, что это не ее вина, в конце концов, только он и Мейпл обладают навыками сопротивления параличу. Кстати, о Мейпл. Она спрашивает Такуми, что он хочет сделать с оставшимися незваными гостями, которых она захватила. Она заметила, как они крадутся по дому, поймала их и опутала своей паутиной. Судя по ситуации, становится ясно, что это было преднамеренное покушение на убийство. Такуми посылает Софию за Бараком из гильдии, и как только он прибывает, пойманных убийц забирают. Однако Барак советует Такуми сообщить об этом лорду Болтона,